наша позиция, спасибо, наша позиция, то есть, а именно, если мы чуть-чуть пригнемся или же опустимся на колени, то эта позиция дает возможность человеку, если, не дай бог, конечно, сила землетрясения бывает чересчур интенсивной, не упасть, не получить травму. Второе, и очень важное, это необходимо прикрыться чем угодно, подушкой, стулом, столом, чем угодно. Прикройте свою голову, лицо, шею. Вот жизненно важные органы человека, который... Господа, немножко сложно говорить, какой-то фоновый шум в зале. Да. Так, это является лицо, шея и голова. И третье, если вас тряска, землетрясение застало в здании непосредственно, то, безусловно, переждите этот момент. Используйте любой рельеф местности. Если у вас есть во всех наших комнатах есть столы, попытайтесь под него подлезть. Постарайтесь быть подальше от зеркал, стекол, телевизоров, всего того, что может обрушиться и причинить вам вред. Следующий слайд, пожалуйста. Значит, если вы находитесь в здании и вы знаете, какая из ваших стен является несущей, пожалуйста, прислонитесь к ней, потому что она является безопасной. Не подходите ни в коем случае к окнам, потому что они являются источником опасности и могут вас подвергнуть риску вашу жизнь. Далее, как я уже говорил, используйте все то, что у вас есть. Так, куртка, джемпер, одеяло, подушка, все то, что может прикрыть вас, спасайте. Так как землетрясение было ночью, как ни странно, те, кто остался в постели, прикрылся подушкой, чтобы поглубже заснуть, повел себя абсолютно правильно. Так что не думайте, что это было неправильное поведение. Конечно же, ни в коем случае не пользуйтесь лифтами, безусловно. И запомните одну простую вещь. Мы сейчас находимся в скучном месте, то есть в том пространстве, где находится большое количество народу. Обратите внимание, как вот в самолете всегда говорят, обратите внимание на те двери безопасности, которые находятся ближе к вам. Потому что если, не дай бог, прозвучит сигнал тревоги, мы не должны сразу бежать и ломиться все в одну дверь. У нас есть несколько возможностей эвакуации, немедленной эвакуации. Для того, чтобы проводить ее организованно, имейте несколько всегда вещей при себе. Если вы принимаете какие-либо медицинские препараты или лекарства, пожалуйста, держите их с собой всегда наготове рядом, потому что у вас не будет возможности пробежаться в вашу комнату. Если у вас телефон есть, держите его, пожалуйста, всегда заряженным и обязательно сообщите своим близким, что вы в порядке, потому что сегодня все новостные каналы уже объявили о том, что в Турции было землетрясение. Ваши близкие должны быть уверены, что с вами все в порядке. Конечно же, не забывайте о том документе, который является главным для вас. Ну, я здесь привел фотографию прекрасного актера, британского актера Роуэна Аткинсона. Держите рядом с собой паспорт. Паспорт, лекарства, заряженный телефон. И используйте все то, что есть у вас под рукой. Надеюсь, что у нас это, конечно, рекомендации не понадобится, но, как говорится, 3 магических слова. Пригнитесь, прикройтесь и переждите. Спасибо вам огромное за внимание. Я хотел бы перейти сразу к Майка Тарадзе итогам прошедшего дня, если вы позволите. Вот секундочку, пока я провожу вам обзор подведения вчерашнего дня. Это фотография, которая была сделана до ковидную, последняя наша большая встреча, которая была сделана в доковидную эру. Встреча наших коллег, заседание комитета «Зеленого света» в Австрии, когда проходило. Так, вчера мы заслушали много докладов от наших коллег из штаб-квартиры, из регионального бюро. Наши коллеги поделились с нами о том, как и что является приоритетным для осуществления диагностических мероприятий в наших странах, насколько наши страны доступны, и у нас имеются доступы на скрининг по туберкулезу и сопутствующие заболевания. Мы заслушали опыт стран
стран, которые с нами поделились своей информацией о том, что у них происходит, как они осуществляют мероприятия. Огромное отдельное спасибо нашим друзьям и коллегам из Top TV Partnership GDF, которые провели блестящую презентацию по тем лекарственным средствам, которые на сегодняшний день имеются у нас в арсенале для того, чтобы бороться с туберкулезом. Дали подробную расклад того, что было, есть и что предлагается нам с партнерством «Остановить туберкулез». И, конечно же, завершающая презентация вчерашнего дня – это была презентация от наших коллег из СПИ в отношении диагностических средств, которая вызвала тут же бурю вопросов. И целых 30 минут мы посвятили этим вопросам, так как, безусловно, невозможно говорить о диагностике и доступе к выявлению, если у нас нет тех средств, с которыми мы должны работать. Уважаемые коллеги, я на этом, если есть что-то добавить, я завершаю 9:09. Я передаю слово немедленно следующей презентации с выступления доклада доктору Оскару Едельбаеву. Доктор Едельбаев, слово вам. 9:09, время пошло. Спасибо. 1, 2, 3, yes.
Доктор Фуат. Уважаемые коллеги, давайте для себя. Мы хотим задавать вопросы каждому выступающему, и мы выслушаем все три презентации, а потом зададим им всем вопросы. Кто за первое предложение? Пожалуйста, поднимите руки. Кто за второе предложение, то есть задать вопросы в конце? Большинство. Спасибо большое. Доктор Фуат. Спасибо большое. Приветствую всех. Спасибо заранее за внимание. In this presentation, I will
TB, like TB involving the central nervous system, for the severely ill patients with co-infected with HIV, those with the CD4 counts less than 100. And also it cannot be used during the pregnancy and breastfeeding. But it's a 4-month regimen. This regimen, some notable points besides that it is the regimen of the 4 months in total, it really insists on the daily dosing. So no like weekends off or anything like that. It has the dose of rifamycin, another rifamycin, which is rifampicin, that is actually double when you compare with rifampicin. It's 1,200 milligrams. And the moxifloxacin is given at the standard dose of 400 milligrams. From the evidence, we couldn't find any support to replacement of moxifloxacin to another quinolone, because that was a question that we received quite a lot from different programs. Another regimen that came as a result of another fairly big trial, so-called SHINE trial, that was specifically focusing on treatment of children and adolescents. So the eligibility for this regimen is between 3 months and 16 years, with some overlap with the previous regimen in terms of age. The main point for this regimen that it can be used. The composition is basically the same as a 6-month regimen. It's just the only difference that it's 2 months shorter. But it can be used in the children, adolescents with the so-called non-severe TB according to the eligibility criteria of this trial. And basically, you can read what is on the screen, but basically it's those children and adolescents with a minimal forms of TB, with a very low bacillary load, where this regimen will work. So the patient should meet these criteria for non-severe TB. The same as with the 6-month regimen, the ethambutol can be dropped in the same groups of patients or settings. Another regimen that is fairly new, that's why I mentioned that the childhood TB guidelines, it is presented there because it's really for this population of patients. It's a shorter treatment for TB meningitis. It's a 6-month regimen, unlike the usually recommended and used 1-year regimen for meningitis. It has ethionamide, one of the second-line medicines that has good penetration to the cerebrospinal fluid. It is a conditional recommendation, and this regimen can be used as an alternative option for the 12-month regimen. There are some precautions related to this regimen, so those who are co-infected with HIV, better to go for the longer regimen and not this one. It is creating the DSTB guidelines with these different regimens, create a new situation. I think that it was fairly straightforward and easy. The 6-month regimen, all the patients, it adds the variety. To help and in the choice of the regimen, we added this discussion in the handbook that is parallel to the guidelines with just an example of this table, like to guide the regimen selection for drug-susceptible TB patients. That is looking at the different age of the patients, takes into account the disease severity. And as usual, we also advise that some additional factors like the patient or family preference, but also access and cost of the regimen, because they are really the newer regimens have a different cost, has to be taken into account when selecting the appropriate regimen. So I'm going quite fast and it's a lot of information, but I hope we'll have the time for the questions, and we are here for the rest of the day, of course, so we can discuss this. The one, something that is coming up and not yet out, it's the drug-resistant TB guideline update, the update of year 2022 that adds one
significant and fairly revolutionary recommendation that is new. One less probably revolutionary, and there are some changes as well related to the longer regimens. So I'm showing the structure of this document just to indicate that the section structure starts with the BPAL-M regimen, goes to the section second chapter, the 9-month regimen, and then goes into longer regimens and etc. That many of them are not changed. Those in red are new. So I cannot put all the recommendations because we are just about to release the guidelines. There will be, all the details will be there very soon, probably next week or in 10 days, definitely before Christmas. The first and foremost recommendation is the BPAL-M regimen with bedaquiline, pretomanic, linezolid, and moxifloxacin. That is a 6-month. It's the first time probably we have a regimen that is highly effective, and recommending the regimen that's highly effective and also that is 6 months for MDR, rifampicin-resistant TB. And some limitations still there for this regimen. It should be used in people above 14 years old. It can be used even for people who have confirmed resistance to quinolones, where the moxifloxacin can be dropped. So remaining BPAL part of this regimen sounds counterintuitive, but the evidence was for that. So it can be used for MDR, rifampicin-resistant TB, and those with pre-XDR TB according to the new definitions of WHO. It can be used for all with pulmonary TB. There are some precaution related to those with TB involving the central nervous system. Can be used regardless, and all people regardless of HIV status. Some precautions have to be made for the previous exposure to the component drugs of this regimen. But if the DST is available, if the program can confirm that there is a susceptibility, it's still, these drugs can be used. It's not recommended during pregnancy because of, we really don't know much how pretomanic affects the fetus. Another recommendation that perhaps less revolutionary, that's a regimen that is well known, the 9-month regimen with bedaquiline. It got a little bit more enhanced with the regimen that is totally similar and the same, but where the 4 months of ethionamide can be replaced by 2 months of linezolid. It just makes this group of regimens a bit more versatile. In a sense, with all the eligibility stay the same, except, for example, because of ethionamide, it couldn't be used in during pregnancy. With the version with linezolid can be, because there are no obvious issues with the other drugs than ethionamide for this regimen. So importantly, the resistance to quinolones should be excluded because it really, the efficacy of this regimen would go really down if there is a resistance to fluoroquinolones. And something that I would have to note is the change of the approach and the new recommendations in the childhood guidelines related to the use of bedaquiline that can be expanded to all people of all ages, meaning to even children below 6 years old. So that regimen has a wider possibility for being implemented. Finally, I just want to also reiterate the longer 18-20 month regimen is not out. It is still there because that's a regimen that we have to keep. That's the only adjustable, individualized, potentially regimen that we need to keep, that can be built for the situations where the 2 other regimens cannot be implemented, or people have used these drugs before and have the resistance, because this is a more flexible regimen, albeit it is quite lengthy. 2 changes in relation to the composition of this regimen related to the bedaquiline and belamine. Both drugs can be used for patients of all ages now. So in a way, the cascade of the choice of the regimen with BPAL-M, it would be the first
choice, the regimen of choice. When it cannot be used, of course, based on all the limitations that we have in eligibility criteria, then it is a 9-month regimen, and the regimen of last resort, in a way, becomes this longer 18-month regimen. So in summary, there are several new guidelines and handbooks released during this year. So I think, that needs to be studied, and the programs may want to take them into consideration and when modifying national guidelines. New and shorter regimens for both drug-susceptible TB and drug-resistant TB. I think it's quite notable that for the first time, there is a regimen for drug-resistant TB that can be of the same length as for the drug-susceptible TB. And of course, all of this brings us the quite a significant reduction of duration of the TB treatment. That, of course, the advantages of that we can discuss separately. So before I close, I just want to show also this slide that that's, I think, fairly important for you to know. This is the new so-called WHO TB knowledge sharing platform that we have put together since 2021 and updating that. So all these guidelines and handbooks are appearing here. The advantage of this platform, you can scan the QR code and get access. You can access from your tablet or mobile phone, so it is adjusted for the different screens and is easily available. So finally, I want to acknowledge everyone who helped and experts that contributed to the WHO guidelines development from all the regions, all the countries. National TB programs, some of them actually in this room, researchers and partners who have contributed the data to help with the development of that guidelines, and also members, direct members of my team that are on the screen, but everyone in the Global TB program. And thank you very much for your attention. Огромное спасибо, доктор Пуат. На самом деле, несмотря на жесткий достаточно регламент и ограниченное время, мы решили не прерывать эту презентацию, потому что та информация, которую сейчас доктор с нами поделился, она является ключевой сегодняшнего дня, потому что это самые последние, самые важные, самые передовые рекомендации Всемирной организации здравоохранения, и вот мы их послушали из первых уст. Я приглашаю доктора Нино Ломтадзе поделиться с нами, пожалуйста, в своем выступлении готовностью стран к внедрению альтернативных коротких 6-месячных режимов лечения. А потом мы перейдем к вопросам. Спасибо. Нино. Thank you very much, Oktay. Good morning, dear colleagues. Now this is time to see how countries are prepared to implement these exciting innovations that Dr. Fouad was just presenting. In response to those innovations, the WHO Regional Office developed and launched a questionnaire that was communicated with countries back in early October with an aim to understand the scenarios for introduction and implementation of the novel 6-month PPAL treatment regimens for both MDR and XDR tuberculosis patients. The questionnaire has included several blocks that was around national treatment policy, service delivery, drug supply and management, laboratory diagnosis, monitoring and evaluation. Learning of different scenarios can inform WHO and other partners and funding institutions as well, such as Stop TB Partnership, Global Fund, GDF, to better plan and country-tailored technical financial assistance, make relevant planning and needs forecasting for drugs and consumables at a global level, and better inform future policy. Also, these scenarios can give opportunity to entities to revisit challenges and reinforce further solutions. 6 countries participated out of those who were communicated, and it's important to mention that 5 out of those belong to the WHO list of high MDR tuberculosis burden countries, and this is the list of countries listed in alphabetical order. Regarding the questions related to the national treatment guidelines and policy,
The recommendation on implementation of modified short treatment regimens for MDR-TB patients without resistance to fluoroquinolones was present in 100% of those countries' national treatment guidelines, and we see the country-specific distribution of responses. On the other hand, the recommendation of implementation of 6 to 9 months BPAL regimen for MDR-RRTB but resistant to fluoroquinolone was present in 83% of national treatment guidelines, and we see the country distribution here. And a question about the plan of the country to finalize and submit national guideline on 6-month BPAL regimen to Ministry of Health before the formal release by WHO was also responded as yes in 83% of these countries. The next set of questions were targeting to the availability of the mechanism of direct adoption of the WHO policy documents. And as already Askar mentioned, Ukraine does have this mechanism. And also we learned that Uzbekistan also adopts the mechanism of direct adoption of WHO treatment policy guidelines as a by default national policy. The updated national guidelines, whether they would include the MSTR regimen, so the future ones, 67% of countries responded as yes, and we see the distribution per country. Whether the updated guidelines will include the longer or salvage regimen in case of BPAL failure or ineligibility. 100% of countries are well prepared for that, and they do have solutions in this case. So their recommendations will also include this, the guidelines will also include these recommendations. The next set of questions were aiming at implementation coverage of the treatment policy and service delivery. And we kind of screened the coverage of different regimens. For instance, percent enrolled on standard 9-month all-oral bedaquiline-containing regimen in 2021 was on average 8% among these 6 countries, and we see the per-country distribution of implementation of the standard 9-month bedaquiline-containing regimen. On the other hand, the percent enrolled on MSTR regimen in 2021 under regional or country cohorts of operational research or even programmatically, we see that on average 33% of patients were enrolled on MSTR regimen, and we see the per country distribution of the MSTR for eligible patients, for MDR-RRTB patients. Next question was aiming at evaluating the percent enrolled on fully oral longer 18-month treatment regimens in 2021. And on average, 42% of patients treated in these 6 countries were enrolled on fully oral treatment regimens. Continuing with the same block of questions, percent of registered countrywide DRTB patients hospitalized for treatment. Oops, I'm sorry, I think I missed the important part. So percentage of enrolled patients on 6-9 month BPAL regimen in 2021, average was 4%, and we see per country distribution of this regimen within MDR-TB patients. Percent of patients enrolled on salvage regimen in 2021 was on average 11%. And whether countries plan to start or continue the implementation of the BPAL operational research in 2023 and beyond was responded as yes in 83% of countries. Number of patients or percentage of registered countrywide DRTB patients who were hospitalized for treatment in 2021. And we see that the average is quite high, 86%, and we see per country distribution of the percentage of hospitalized MDR-TB patients. Also, the average hospitalization length of stay was evaluated in this questionnaire, and we see it's quite high, 83 days on average
ranging from, we see, as low as 28 to 128 days across countries. Whether video-supported treatment was provided and what was the coverage in percentages of the video-supported treatment for MDR-RTB patients is listed here, and we see that it's on average 35% among these 6 countries. ADSM framework, whether it was implemented with baseline and regular safety monitoring and established safety recording and reporting system, was present in 100% of countries based on this questionnaire, and whether access to 7 days per week DOT is possible for MDR-RTB patients. It is possible in 83% of countries. Next block aiming at drug supply and management issues. BPALM drug registration status, availability, and funding looks like as follows. Bedaquiline and linezolid are registered in 50% of countries, and we see the countries where they are registered. Moxifloxacin is registered in all. Pretonamide registered in 5 out of 6 countries, and we see where it's not registered. All regimen drugs are available in 100% of countries, except for pretormanide that was listed by Moldova. Funding source of regimen drugs, 4 out of 6 countries are reporting that the funding source are both government and Global Fund, and 2 out of 6 reported that only Global Fund is supporting, and also there is additional funding available through MSF. Allocated funding, however, by the questionnaire of those countries is sufficient for 100% of the countries. Continuing with the drug supply and management, 5 out of 6 countries plan countrywide implementation of the BPALM, while Uzbekistan plans to implement in pilots. Belarus, Kyrgyz Republic, and Uzbekistan report they already started enrollment on the BPALM regimen. Georgia, Moldova, Ukraine plan after official recommendations or in second quarter of 2023. In total, 1,408 patients are expected to be enrolled on the regimen during the first year of implementation within the 6 countries. 5 out of 6 countries have a mechanism for importing unregistered pharmaceutical products into the country, but this question was not eligible for Kyrgyz Republic because, congratulations, all BPALM drugs are registered in Kyrgyzstan, so they do not need another way of import of these drugs. 100% countries conducted an assessment of the drug need into taking into account the introduction of the BPALM regimen, and based on the assessment, 1 country has already placed an order to GDF. 4 countries have performed drug quantification and are in process of submitting order to GDF. In parallel, the national treatment guidelines are being updated. Some are waiting for the final WHO release of the final recommendations, and 1 country just did not report on the results of the assessment. Laboratory diagnosis. Access to rapid molecular VRD is ensured for all presumptive cases based on the questionnaire for 100% of cases in these countries. More than 90% coverage is also ensured to rapid molecular second-line DST, such as EXPERT, XTR, or HINE MTB-DRSL. 4 out of 6 countries report national TB diagnosis guidelines are updated in line with the 2021 WHO guideline on rapid diagnostics, Module 3. Technical assistance, though, is needed to update the patient triage and laboratory algorithm for BPALM implementation in 4 out of 6 countries. 100% of countries have access to phenotypic DST to the BPALM regimen drugs plus delamanid. That's because we were also asking regarding delamanid. 2 out of 6 countries report there are not enough funding allocated for procurement of the laboratory reagents or equipment in state budget or the Global Fund grant. And 3 out of 6 countries report they have equipment for the whole genome sequencing, and these are Belarus, Georgia, and Kyrgyzstan. In summary,
National treatment guidelines will include recommendation on 6-month BPALM regimen as a regimen of choice for MDR-RRTB patients in all countries that submitted their responses. 67% of countries will preserve MSTR for certain target groups. On average, in 2021, coverage of MDR-RRTB patients with shorter regimens was 45%, and probably this needs to be increased and also will correlate with the improved treatment outcomes, which is on average is 57%. Fully oral longer regimens, 42%, and salvage regimen in 11, 2% remains unknown. Quite high percentage of hospitalization and long hospitalization, 83 days. Mean maximum range was 28 to 128 days. Low coverage with video supported treatment, which is 35%. Access to rapid molecular diagnostics is ensured and also at least for 90% of cases. And there are challenges with adequate funding for procurement of laboratory reagents and equipments for some countries. I want to acknowledge and thank you to those countries who have participated and completed the questionnaire, which was very useful for us. And also special thanks to the WHO Euro Region MSTR Task Force and BPALM subgroup members and STOP-TB GDF regional technical advisors for their valuable input to the questionnaire that was developed by us. Thank you. Огромное спасибо, доктор Нино. Отдельное поздравление всем коллегам и в первую очередь, конечно, нашему другу и коллеге Александру Коротичу и вместе всем консультантам и вместе со странами, которые отработали все это огромное задание и принесли такие потрясающие результаты. Коллеги, мы переходим к вопросам. Пожалуйста, у меня к вам две просьбы. Первое. Задавая вопрос, представляйтесь, потому что, может быть, здесь не все всех знают. Первое. А второе, кому вы адресуете этот вопрос. Гунта, пожалуйста. Доброе утро, Гунта, Драуненце, ПАС. У меня вопрос к Фуаду. Фуада, первый вопрос. В Rapid Communication было 15 лет для BPAL режима. Вы говорили старше 14 лет. Да, это так, да? И второй вопрос, у меня три вообще. Второй вопрос будет, конечно, споры насчет previous exposure и исключения устойчивости, да, потому что многие мы будем стараться включать пациентов, переключать на BPALM режиме, и даже если они уже начали какое-то другое лечение. И многие из них будут абацилированы на фоне этого существующего лечения. Насчет previous exposure и исключения устойчивости, как это практически сделать, или же мы будем считать, что если идет абацилляция, то там нет риска амплификации, и вот это будет считаться, что нет устойчивости. Я постараюсь ответить на два этих вопроса. Первый вопрос связанный с котов по возрасту. Это абсолютно верно. Rapid Communication мы указали 15 лет, Guidelines будет 14. Это связано с обзором тех данных, которые у нас были. И, естественно, Rapid Communication выходил в процессе подготовки Guidelines. При анализе решение группы экспертов было как бы стандартизировать и сделать это 14 лет. В чем разница? Разница в том, что основные данные исходили из двух исследований. Это Zinix, исследование Zinix и TB Practical, TB Alliance и MSF. Так вот, в одном из них было 15, в другом было 14. Так решение группы было, так как эта комбинация препаратов применялась, взять минимальный возраст из двух, что, мне кажется, имеет смысл, чтобы расширить использование. Поэтому 14 лет. По так называемой exposure или применению составных элементов режима до начала этого режима. Вот этот момент связан с тем, что если в обоих исследованиях
опять-таки, Zinix и Practical, которые послужили основой всех этих решений экспертной группы, было и систематическое исключение участников, которых было больше, чем 1 месяц применения каких-либо этих препаратов. Поэтому, соответственно, такая вот осторожность выражается в том, что если такая ситуация существует, надо постараться все-таки сделать DST, исключить эту возможность. То, что несмотря даже если использовался, например, бедокерин больше, чем 1 месяц, возможность сделать фенотипический DST бедокерин есть. Лучше исключить, прежде чем назначать режим, который потенциально даст амплификацию другим препаратам в этом режиме. То есть подходить к этому с осторожностью. Но, тем не менее, мне кажется, большое количество больных, несмотря на эти исключения, могут получить бенефит от этого режима. Я просто уточню насчет previous exposure. Всегда, если это в предыдущем эпизоде, это понятно, тогда сделают ТЛЧ на начало лечения, вопросов нет. Но будут, когда в этом эпизоде пациент уже начал какое-то лечение, в которое включает и бедоколин, и линозолид, и будет месяц, 2, 3, и мы должны взять ТЛЧ из культуры, которая после экспозора, это логично. Но культуры не будет, потому что больной будет уже абацилирован. В таких ситуациях. Я не знаю, есть ответ или нет. Всегда существует такая вот серая зона, где клиническое решение должно, как бы, наверное, превалировать. Но в то же время необходима значительная осторожность. Надо помнить, что все-таки это режим короткий, это 6 месяцев, и мы не хотим потерять этот режим и препараты. Поэтому это всегда такой очень fine balance. Решить, что делать в каждом конкретном случае. Поэтому как бы стандартный, так называемый blanket rule в таких ситуациях, наверное, нет. То, что написано в guidelines, это максимально с точки зрения осторожности и сохранения эффективности режима. Спасибо большое, Гунта, спасибо большое, Фуат. Следующий вопрос. У нас остается мало времени, мы вышли уже за рамки. Доктор Еделибаев, пожалуйста. Алло? У меня небольшой комментарий. Я просто хотел сказать, что да, мы обсуждаем сейчас очень важную сессию по лечению, но вчера также было не менее двух важных технических сессий. Я также хотел бы напомнить, что через весь региональный план по туберкулезу нам необходимо учитывать тот факт, что увеличивать роль вовлечения институтов гражданского общества и сообществ, которые подвержены туберкулезам, которые могут очень активную роль принимать в имплементации и в реализации всех приоритетных задач, которые представлены в региональном плане. Что касается лечения, они могут быть очень сильно помогать во внедрении этих рекомендаций. В частности, когда у нас идет направление на расширение доступа к коротким режимам лечения как для чувствительного, так и для устойчивого туберкулеза. Спасибо. Спасибо, Оскар, за ваш комментарий. Коллеги, пожалуйста, Джамой, please switch on your microphone. I think it's a question either for Nino or Fuad. So, Fuad, in your presentation, it's very clear that the treatment is much more simplified. We go for 6 months, etabipalan, or 9 months, or 18 for ITR. So, where does MSTR fit into that? Are we saying that modified short-term regimen replaces the 9 months in your slide, or can somebody clarify that? Because I see in Nino's slide that some countries do want to continue using that regimen. Thank you, Jordan. Thank you, Jamie. That's a really good question. So to clarify on this point, the MSTR and what was mentioned, and I think what is being done in European region, which is commendable, it's operational research. So it's not programmatic implementation. Here, I was talking about the guidelines and the recommendations for programmatically available for use regimens.
The operational research is quite important, and we are looking forward for the data from this operational research that I understand will be available next year at some point, right? Mid or end of next year. It's quite a sizable number of patients. We have previous experience actually developing recommendations based on operational research data. So we're really looking forward to use these data possibly to review and see if some changes or updates in the current recommendations can be done. I just want to also highlight that all the data will have to go through the guideline development group process, and of course will be collected. And the big advantage of the MSDR, and it's not only in this region, it's also in quite a number of other countries. It goes based on the standardized protocol that is very similar to the protocols in European region, which may make it easier. That was developed by WHO and TDR time, and may help to put these different pieces of data and small cohorts together, and may potentially increase the probability of making a good sense of this data and contribute to the new recommendation. But at this point in time, we cannot judge whether that will help or not, but that can potentially change at least some part of the recommendations in the future. Thank you so much, Jamoy. Thank you so much, Fuad. У нас последний вопрос, пожалуйста, Лига, и мы переходим к презентации. Мы уже очень серьезно выбились из графика. Мы переходим к презентации от стран. Лига, пожалуйста. Good morning, everyone. Liga Fox, Latvia. I just want to raise again a question about rifampicin, access to the rifampicin. We know that the countries who are procuring rifampicin through the GDF, they have this access, but European Union countries still have no access to rifampicin. We see that there are several regimens now recommended for treatment of TB, preventive treatment, and also now this 4 months treatment. There are any activities planned to help European Union countries to access rifampicin? Лига, пожалуйста, уточните, кому этот вопрос. Микрофон. I was looking toward Fuad or Dennis, maybe. I don't know. Yes, sure. I understood. So I will start and will then give floor to Dennis. So in relation to rifampicin, I think there is a specific situation with the European Union and access to rifampicin related to the specific drug manufacturer that decided not to market the rifampicin in the region, which is unfortunate. And there was obviously some feedback to that manufacturer, but the decision has been made. It doesn't mean that this drug is not available. It is available via GDF. There is a new product that actually many do not know that is now available at the lower price, and a better formulation from the Indian company with quality assured that is 300 milligram, which might easier, I don't know, use this regimen in this drug within the HPMZ, decreases the pill burden, for example. But I think, it's something that should be done by EMA, I guess. And I know that European Bureau has been discussing. There was a whole actually meeting and dedicated to possibilities of making this mechanism a bit more flexible for specific diseases. But I don't know if there are any this can add. Thanks, Fuad. And again, I don't think Sanofi informed us that they had stopped the process with the EMA, so I don't think they're going to reopen it again. But of course, this is also only a position concerning the EU countries. Other countries, they can still procure. And also in the EU, there are some EU countries which have actually used their national regulatory authority mechanism to get rifampicin for use in TB.
Thank you so much, Денис. Thank you so much, Fuad, Liga. Теперь я слово хотел бы передать доктору Малику Аденову, директору Национального института фтизиатрии и пульмонологии Республики Казахстан. Малик, пожалуйста, слово вам. Добрый день, уважаемые коллеги. Во-первых, хочу поблагодарить Всемирную организацию здравоохранения за возможность воочию увидеть всех наших добрых друзей и партнеров. Действительно говорят, лучше один раз увидеть, чем 100 раз услышать. Общее население нашего государства, это общая информация про наше государство. Хотел бы сказать, что здесь оценочное количество больных лекарственным устойчивым формам туберкулеза в Казахстане составляет около 5500 случаев в год. Количество зарегистрированных по итогам 2021 года чуть больше 3700. При этом 95% финансирования выделяется за счет средств государства и чуть больше 4% это заимствованные деньги наших партнеров и международных организаций. Мероприятие в борьбе с туберкулезом в Казахстане поддерживается сегодня сильной политической приверженностью и государственным финансированием. Как я уже говорил, 95% потребностей противотуберкулезной службы покрывается за счет средств государства, которое обеспечивает более стабильные изменения и устойчивость всех новшеств, которые мы внедряем в рамках международных проектов. Всеобщим доступом рекомендованы Всемирной организацией здравоохранения быстрая молекулярная диагностика туберкулеза. На сегодняшний день в Казахстане на уровне ПМСП есть возможность доступ к диагностике GeneXpert. По всей стране сегодня работает 148 аппаратов. Всеобщим доступом к тестированию резистентности противотуберкулезным препаратам, в том числе и новым, и перепрофилированным. В стране работает бактериологических лабораторий 21, и во всех бактериологических лабораториях проводится LPA и проводятся тесты на лекарственную чувствительность и культуральные исследования на жидких средах, BACTEC. И на сегодняшний день в Казахстане полностью исключены применение инъекционных препаратов, то есть абсолютно в большинстве все больные получают препараты в пероральном режиме. Дальше расширение полностью интегрированной модели противотуберкулезной помощи, ориентированной на нужды пациентов, на нужды людей. Сегодня большинство пациентов у нас получает амбулаторное лечение. Этот процент составляет чуть менее 70% пациентов. То есть мы излишней госпитализации исключили. И использование новых технологий, в том числе новых средств диагностики и лекарств, и решения в области цифрового здравоохранения, инновационных подходов к оказанию услуг. Здесь, как уже говорили, что в Казахстане также, как и в многих странах, внедряется сообщество больше вовлекаются в борьбу с туберкулезом с акцентом на ключевые группы населения, и также новые технологии, цифровые, дистанционные методы диагностики, вернее, консультации и контроля приема препаратов внедряются успешно. И немного назад внедрение, с чего все начиналось. Внедрение пероральных режимов у нас начиналось в 2016 году в рамках пилотного проекта NTB. Реализаторами были партнерами во имя здоровья, финансировал за счет средств государства, USAID. Это синхронизировано было тогда комплексным планом борьбы с туберкулезом, утвержденный постановлением правительства. И 670 пациентов за 4 года было набрано в Казахстане. Это в рамках мультистранового исследования было. Это самое большое когорта было именно для Казахстана, 670 пациентов для лечения новыми препаратами. При этом ежегодном аспекте это покрывало только около 5% лиц, нуждающихся в таком лечении. И надо отдать должность, сегодня ребята тоже присутствуют, наши партнеры, тогда мы приоритет поставили начать именно тех пациентов, которые уже тогдашними препаратами неоднократно лечились, и у них практически исчерпан был, скажем, шанс на излечение. То есть они обречены были тогда на симптоматическую поддержку, и именно среди этих это в основном были ШЛУ, пре-ШЛУ больные, и мы им дали первый шанс, повторный шанс, получается, да, на выздоровление. И в рамках первых же промежуточных ранних результатов лечения, когда мы видели, как быстро наступает конверсия посевом,
мы понимали, что действительно это работает, и этот шанс надо дальше увеличивать, потому что возник такая тонкая ситуация обеспечить доступ к всем нуждающимся. А в тот момент в Казахстане ежегодно регистрировалось около 1000 таких пациентов, которые невозможно было вылечить уже теми препаратами. И это подвигло нас на работу вместе с правительством и грантами Глобального фонда, используя все международные возможности, в том числе программу донации USAID, чтобы расширить максимально короткий срок доступ обеспечить к этим новым препаратам максимальное количество пациентов. И с 17 по 19 год бедаквилин, галамонид мы взяли лечение сочетанием около 900 человек, и на короткие режимы, опять это были средства гранта Глобального фонда, на 100 больных. С 20 по 22 году внедрению полностью пероральных режимов в лечении партнерстве с партнерами во имя здоровья. Это 600 больных мы тогда начали в 2020-2022 года. И региональная когорта в рамках операционных исследований, которые мы проводим в Европейском бюро ВОЗ, составляла 170 больных. Но параллельно мы работали правительством на том, чтобы исключить инъекционные препараты использования, потому что один из инъекционных препаратов, который широко используется, это капремицин, производился в Казахстане отечественным производителем, и в соответствии с рамках законодательства поддержки отечественных производителей были долгосрочные контракты. И, безусловно, чтобы производитель мог переориентировать свои мощности, нужно было время. И в соответствии с этим освобождающиеся при этом деньги мы старались максимально эффективно использовать, используя в том числе площадку GDF по сниженным ценам покупать препараты. Внедрение на программном уровне же полностью пероральных схем из средств государственного бюджета происходило уже в 2019-2020 году. В 2020 году на 2500 больных было закуплено лекарственно-устойчивых форм все препараты, перепрофилированные и новые препараты за счет средств государства. И в 2021 году мы эту цифру довели до 5500, соответственно, создав и при этом еще буферный запас. И уже в четвертом квартале 2020 года полностью были исключены, прекращены использование инъекционных препаратов. И параллельно с этим, безусловно, обновлялось руководство, клинические протокола, приказы, которые требовали, и также изменялись механизмы финансирования, потому что и закупа препаратов, потому что это первый прецедент был, когда на международной площадке Казахстан закупил за счет на площадке GDF препараты и картриджи на GeneXpert по сниженным ценам. Действует сегодня, я уже говорил, сеть лабораторий, обеспечивающих как раннюю диагностику туберкулеза, так и ТЛЧ на новые препараты, и на мониторинг лечения полностью обеспечено. В стране 24 аппарата ВАКТЕК, которые культуральными исследованиями обеспечивают мониторинг лечения при коротких режимах. Обучен медицинский персонал в первичной сети и как и противотуберкулезной службы, потому что абсолютное большинство пациентов сегодня получает на амбулаторном этапе лечения в первичной сети, приближенно к месту проживания. Внедряется уже на программном уровне мероприятия по активному фармаконадзору и используются пациент-ориентированные подходы. Сегодня 44% наших пациентов на амбулаторном лечении получают в режиме видеосопровождения свое лечение. И, безусловно, вовлечение неправительственных секторов сообщества в Казахстане идет активно. И вот именно работу НПО мы очень хорошо почувствовали в период пандемии, когда были карантинные ограничения, и с помощью НПО мы до 10% пациентов было зарегистрировано выявлено туберкулезом. И совершенствуется мероприятие по мониторингу оценки. Я завершаю. По мероприятию по мониторингу оценки, учитывая опыт опять ограничений во время пандемии, мы перешли не только визиты непосредственно в регионы, а учитывая Казахстан 9-я территория в мире, это большие расстояния, 120-150 это до районного центра между населенными пунктами километров, 500-600 это в пределах области. Поэтому у нас проводится и дистанционный анализ. На это у нас в рамках цифровизации первичной сети работает информационная система и работает регистр национальных больных туберкулезом, который нам позволяет, находясь в центре,
заходить в эти информационные центры, смотреть и мониторировать работу врачей первичной сети. И вот результаты лечения в когорте – это лекарственно-устойчивый форм туберкулеза, это по годам до 2019 года набор больных, эффективность лечения. И я хотел бы обратить, тоже сегодня говорили и вчера о том, что именно ШЛО больные у нас эффективность лечения высокая за счет снижения неблагоприятных исходов и смертельных. И это 2019 год, я говорил, как раз был приоритет над тем больным, которые действительно, это был для них единственный шанс сохранить жизнь и здоровье. И короткие режимы у нас в 2018-2019 году, общая эффективность лечения 94-96%. В принципе, это по результатам лечения. Следующие шаги. Дальше расширять короткие режимы, удобные для пациентов, эффективные. Внедрение БИПАЛ-М, БИПАЛ в соответствии с нашими планами, совместно с нашими международными партнерами. Какие вызовы есть сегодня? Это объем финансирования. С одной стороны, ситуация в Казахстане улучшается, количество больных уменьшается, и это подвигает государство снижать финансирование. С другой стороны, мы в рамках новых технологий внедряем новые подходы, новые технологии, которые требуют дополнительного финансирования. Здесь очень важно, чтобы мы сохранили объем финансирования и при этом выделили его, переориентировали на внедрение новых технологий. Бесперебойное обеспечение противотуберкулезными препаратами, когда сейчас в мире очень много ситуаций и логистические пути затрудняются, потому что многие пути логистики в Казахстан шли через Российскую Федерацию. Поэтому это тоже для нас актуально, и это нас подвигает сегодня, с одной стороны, создавать большие запасы, с другой стороны, прорабатывать новые пути логистики. Прогноз случаев на лечение, профилактическое лечение туберкулеза. И, безусловно, подготовка, переподготовка кадров, потому что много лет мы врачам говорили, туберкулезная инфекция – это не приоритет, давайте активно туберкулез лечить, это потом. А теперь мы говорим, это нужно, и это, в первую очередь, медицинских работников надо переориентировать и убедить на это. У меня на этом все. Спасибо. Огромное спасибо, доктор. Большое спасибо, Малик Молдабекович. Коллеги из Беларуси, пожалуйста, сейчас они с нами поделятся примером и опытом использования цифровых технологий в проведении, в усилении вопросов приверженности к лечению. Алена Михайловна, слово вам, пожалуйста. Учтите, коллеги, у нас время до перерыва не так много осталось, но мы немножко решили чуть-чуть подсократить перерыв. Я думаю, что с утра перерыв 30 минут не пострадает от этого слишком сильно. Мы его сделаем минут 20 или 25. Спасибо. Дорогие коллеги, от лица белорусской делегации позвольте поблагодарить организаторов за приглашение нас в этот прекрасный город, на это чудесное совещание, чтобы мы могли поделиться с вами нашим примером использования цифровых решений по обеспечению приверженности. На этом слайде я хочу показать, что вот голубой спектр успешности лечения с 2013 года постепенно увеличивается. И вы видите, когорта 2019 года, это верхняя голубая полоска, показывает достаточно неплохую успешность лечения, 80%. И тем не менее мы понимаем, что есть куда стремиться. Одним из ключевых направлений стратегических национального стратегического плана нашей страны расширение ориентированных на людей моделей помощи. Мы провели такое исследование несколько лет назад, Optima TB, совместно со Всемирным банком при поддержке Всемирной организации здравоохранения и Глобального фонда, где показали, что стационарное лечение очень дорого. И есть, конечно, и ряд других недостатков, потому что у нас традиционно стационарное лечение длительное. Вот сейчас НИНО показывало, что длительность пребывания на койке пациента с лекарственно-устойчивым туберкулезом в Беларуси самая большая, к сожалению, среди других стран. Таким образом, мы пытаемся сохранить финансирование, но этим исследованием мы как раз показали, что если бы мы отдали полный пакет услуг
на амбулаторный этап, это все равно было бы в 2 раза дешевле. В 2015 году Всемирная организация здравоохранения и Европейское респираторное общество инициировало новый профиль целевых продуктов. И уже в начале года с помощью Всемирной организации здравоохранения мы сделали технико-экономическое обоснование видеоконтролируемого лечения. В феврале мы включили его 2015 года в проектное предложение Глобального фонда. Нас очень поддерживали в этом направлении Денис Фальзон и Андрей Даду. Огромное спасибо еще раз. В мае 2015 года была уже готова техническая спецификация, разработано приложение, а в январе 2016 года наша программа начала пилотный проект в Минске, который показал определенные успехи, которые были представлены в этой публикации Европейского респираторного журнала. Было показано, что в видеоконтролируемом лечении пациенты экономят от 1 до 3 часов в день, которые они тратили на путь к диспансеру для ДОТ. Это лечение не прерывалось на выходных. 8 из 10 пациентов сообщили, что тратят меньше денег на интернет, чем на поездки в наше учреждение. 8 из 10 подтвердили, что это легче, чем ежедневно посещать туберкулезное учреждение. И все считают, что это очень приемлемо и рекомендовали бы его другим пациентам. И в октябре 2016 года мы начали программное расширение. Было запланировано изначально, что плановый набор будет 150 пациентов в год. Наши партнеры были Глобальный фонд, Красный Крест и ВОЗ, потому что Красный Крест предоставлял смартфоны, каждый из которых $60 каждому пациенту дается такой мотивационный подарок, и мы предоставляем $9 на интернет в белорусских рублях в месяц. На 1 ноября 2022 года у нас на видеоконтролируемом лечении 2669 пациентов. Из них, как вы видите, большинство это молодые люди, работает из них 49%, и 53% из всех, которые находятся на видеоконтролируемом лечении, это пациенты с множественной лекарственной устойчивостью. Вот так наши пациенты распределены по республике. Наибольшее их количество, потому что наибольшее количество больных туберкулезом в Гомельской области. Далее идет Минск и другие области, то есть это распределено по всем регионам. Говоря о нашем опыте использования, вообще видеосессии очень хорошего качества, 98%. За все время 2016 года было потеряно 7 телефонов, и 16 возвращено на ремонт по гарантии. То есть это достаточно хорошее качество видеосессий. По результатам лечения. Вот если вы будете смотреть на нижние 2 диаграммы, тут мы сравниваем видеоконтролируемое лечение чувствительного туберкулеза и ДОТС по чувствительному туберкулезу. И видите, чувствительный туберкулез, его успешность лечения 84%, а с видеоконтролируемым вариантом это 98%. И посмотрите на когорту видеоконтролируемого лечения устойчивого туберкулеза. Если у нас когорта, которую я ранее показывала, и так, в принципе, лечение неплохое, 80% успешного, а при видеоконтролируемом лечении это 93%. Мы очень рады и гордимся тем, что опыт Беларуси вот в этой учебнике по использованию цифровых технологий для поддержки приверженности к лечению пациентов, больных туберкулезом, представлен отдельной главой. И, пользуясь случаем, тоже благодарим за поддержку, особенно Всемирную организацию здравоохранения. И вот что я хочу сказать, это мой последний слайд. Я всегда стараюсь уложиться в регламент.
Вот. И здесь я хочу показать на этом слайде, что, видите, внедрение коротких режимов лечения. Вот сегодня Актай говорил, что лечение должно быть эффективным. Оскар говорил, что лечение должно быть эффективным, безопасным, простым и доступным. И это именно какое лечение? Это короткие режимы лечения. А вот Фуад показывал нам, мы знаем уже все, но все равно это было такое напоминание, что длительные режимы – это фактически крайнее средство. Это тогда, когда предыдущие режимы закончились неудачей. Это только для определенных пациентов с широкой лекарственной устойчивостью. И ведь короткие режимы возможны только при внедрении видеоконтролируемого лечения, потому что короткие режимы – это режимы лечения 7 дней в неделю. И только используя цифровые технологии, мы можем к ним перейти. Потому что все знаем, что есть и выходные, есть праздники. И вообще пациенты могут и вне праздника и выходного не прийти к нам на лечение. Это единственная возможность это лечение сделать эффективным, доступным, простым и безопасным. Потому что безопасность по мере уменьшения длительности тоже повышается. Вот на октябрь 2022 года вот этот розовый круг, последний, у нас 78% пациентов рифампицин-устойчивым туберкулезом в Беларуси находятся на коротких режимах лечения. Мы планируем, что к концу декабря это будет 85%. Большинство из них, 305 человек, находятся на режиме БИПАЛ, остальные на модифицированных коротких режимах лечения. И вот 22% это, к сожалению, к большому нашему сожалению, пока что длительные режимы лечения. Итак, наши данные по использованию видеоконтролируемого лечения во всех 7 регионах Беларуси демонстрируют высокий уровень приемлемости для пациента и приверженности к лечению, отличные результаты лечения, а также вот этот опыт, он может способствовать дальнейшему расширению этого подхода, особенно в свете перехода на короткие режимы лечения. Я благодарю вас за внимание. Показываю сейчас моих внуков, моего кота и собаку, которые растут потихоньку. Урожай лично мой этого года. Тыквы, кабачки, виноград, ремонтантная малина последняя еще была в четверг у меня. И яблоки, конечно, у нас яблочный гон. И вот хочу познакомить вас с белорусской зимой. Мы уезжали полностью под снегом, успели погулять. И я хочу сказать, что я как-то считаю, что вот эта урожайность, она как-то коррелирует с урожайностью программы по видеоконтролируемому лечению. Конечно, мы бы не смогли никогда это сделать сами. Это только благодаря тесному сотрудничеству множества партнеров, Всемирной организации, Глобального фонда и Врачей без границ мы смогли это все внедрить. И, пользуясь случаем, благодарю вас за внимание. Спасибо. Спасибо огромное, Алена Михайловна, за вашу презентацию. Безусловно, наши страны, многие до сих пор не отошли от модели, где количество коек связано с финансированием. Это означает, что количество коек, и мы заинтересованы, вернее, в поддержании неоправданно высокого количества коек. Итак, я приглашаю наших коллег из Армении присоединиться к нам онлайн и продолжить эту часть сессии презентации по именно адресованию коморбидности. Коллеги, Наира, вы меня слышите? Я вас слышу, вы меня слышите? Да, абсолютно, и видим прекрасно. Спасибо Доброе большое. утро. Вернее, наверное, добрый день уже. Нет, доброе утро еще. Да. Слово вам. Спасибо. Добрый день, уважаемые коллеги. Спасибо организаторам за такую возможность присоединиться к вашим дискуссиям в онлайн-режиме. Я постараюсь вкратце, потому что и время отжимает, я так понимаю. И, пожалуйста, если возможно, первый слайд. Слайд же там будут показывать, нет, не менее.
делать шеринг. Сейчас мы узнаем, кто с нашей стороны контролирует слайды. Слайды здесь контролируются. Наира Ханум, пожалуйста, продолжайте. Спасибо. Мы все знаем, что в процессе глобальных ответных мер на туберкулез Всемирная организация здравоохранения в своих руководящих документах обращает внимание национальных программ еще и на ведение туберкулеза и сопутствующих заболеваний. Много было сказано в последние 2 дня. И, конечно же, еще начиная с 2018 года говорится об уделении внимания национальных программ на эту проблему. И в последние рекомендации, которые, можно так сказать, это мероприятия, которые были приняты в Израиле, тоже в документе по мероприятиям до 7-летнего периода, это тоже такая цель для нас национальных программ – это обеспечить качественное и эффективное лечение сопутствующих заболеваний. Это можно делать в программном введении, это можно делать в операционных исследованиях, с целью операционных исследований, а также необходимо улучшить устранить барьеры на высшем уровне системы здравоохранения для ведения ведения сопутствующих заболеваний. Пожалуйста, следующий слайд, если можно. Я вкратце скажу, что Армения в последнее время уже не является страной высокого брением по МЛО туберкулеза, но она еще остается в списке 18 приоритетных стран по туберкулезу в Европейском регионе. И мы в 2021 году в страной было принято новый стратегический план по туберкулезу, она называется стратегический план по ликвидации туберкулеза и предусматривает для 5-летний план, это с 2021-2025 годов. И наш план, конечно же, оно предусматривает такую классическую структуру национального стратегического плана. Это общие цели описываются, там задачи, стратегические мероприятия, индикаторы и задачи для этих 5-летнего периода. Могу сказать, что на основе нашего стратегического плана, чтобы написать этот план и перейти к нашим мероприятиям, это были предыдущих достижений, уроков, которые мы в течение предыдущих 5 лет зафиксировали. Это и были произведены оценочные миссии, результаты оценочных миссий по GLC и GDF. Это была оценочная миссия эпиднадзора для страны, а также национальные данные, которые были проанализированы, и данные оперативных исследований. Следующий слайд, пожалуйста. Всем нам известно, что основными факторами риска и сопутствующих заболеваний это включает в себе ВИЧ-инфекцию, диабет, недоедание, употребление табака и расстройства, связанные с употреблением психотропных веществ, так как они все влияют на результаты лечения туберкулеза. Наш основной план содержит аналитические данные о влиянии этих сопутствующих заболеваний на менеджмент туберкулеза, и все это описано в основном плане нашего стратегического документа. Я приведу 3 основные такие аналитические данные, которые включают на стратегический план. Это данные национального эпиднадзора, где сказывается, что время ВИЧ резко увеличилось за последние 10 лет. Если вы видите, там уже в 2020 году было зафиксировано где-то 11%, а в 2016 году это было где-то в районе 7%. Сахарный диабет, психические заболевания, гепатиты, сопутствующие туберкулеза были обнаружены примерно у 10% первичных выявленных туберкулезов больных в период 2015-2019 годов. Также нам учитывалось и воздействие COVID-19, потому что тогда уже было ясно, что в основном оно в нашей стране влияет на выявление туберкулеза, которое было связано с ограничениями, наложенным карантином и самоизоляцией.
А потом в последующие годы нам была произведена маленькая вот такая исследовательская программа, которая подтвердила то, что имеющиеся тогда аналитические данные дали нам основание сказать, что было влияние на выявляемость. Также было произведено свод-анализ. Из свод-анализа я хочу говорить о двух основных проблемах, которыми нами было отмечено. Это более такой на организационном уровне, это отсутствие политики и процедур для улучшения интегрированной модели лечения при инфекции туберкулеза и ВИЧ, которые были ориентированы на пациента, а также недостаточный уровень, отмечалась уровень интеграции туберкулеза и неинфекционных заболеваний, которые и были основными задачами для нас, чтобы все это включить в стратегическое вмешательство для нашего пятилетнего периода. Вот два примера из нашего стратегического плана по поводу стратегического вмешательства, которые затрагивают тему менеджмента сопутствующих заболеваний и в группах риска в основном. Это одна стратегическая задача, это обеспечение или цель обеспечения всеобщего доступа к интегрированному и качественному лечению, уходу, ориентированной на пациента. А второе, это тоже вот такая задача, которая более такое сформированная, нацеленная на группу высокого риска, то есть это обеспечение высокого уровня и интеграции служб, а также ориентацию, лечебное лечение, наблюдение и лечение из группы рисков. Если посмотреть под задачу, следующий слайд, по-моему, если я не ошибаюсь. Можно следующий слайд? Вот так. Вот посмотрите, дорогие коллеги, здесь под задачи и действия я привела из нашего стратегического плана, которое говорится о менеджменту, какие мероприятия мы запланировали по менеджменту, по улучшению менеджмента сопутствующих заболеваний. К примеру, это координация туберкулеза, ВИЧ и гепатита С в наших сервисах. Это если посмотреть, какие действия, то было запланирование действия. Это совместная координация и менеджмент туберкулеза, гепатита С и HIV в наших сервисах, в том числе и в амбулаторных учреждениях, и имплементация интегрированных технологий в тестировании трех заболеваний. Я хочу перейти на следующий слайд, где уже буду говорить о тех реализациях в течение 2 лет, которые мы, исходя из стратегических мероприятий по ведению и по менеджменту сопутствующих заболеваний, было предпринято национальной программой. Следующий слайд, пожалуйста. Если говорить о реализации стратегических действий, то первое, что приходится о чем говорить, это внедрение нашей стороны комплексных технологий тестирования на туберкулез, ВИЧ и вирусных гепатитов среди мигрантов, которые мы улучшили. Сейчас эта программа, пилотная программа, которая идет в нашем на районном уровне, и уже в следующем году результаты будут обобщены, и, может быть, будет более такое распространенное ведение этой программы. Второе – это внедрение активного выявления случаев туберкулеза среди риск-групп по ВИЧу с использованием технологий, которая будет продолжена еще и в следующем году. И могу сказать, что по ведению вирусных гепатитов у Армении имеется опыт ведения вирусных гепатитов среди туберкулезно больных еще с 2016 года, но потом оно было продолжено с национальной программой, с глобальным фондом, а сейчас уже мы находимся в уровне переговоров с Министерством здравоохранения по интеграции этой нашей программы в национальную программу по ведению гепатита С. И также у нас планируется оперативные исследования в сотрудничестве с исследовательской инициативой Евровоз, введение сопутствующего введения малого туберкулеза и гепатитов.
Ведется в стране активный скрининг на туберкулез среди лиц с психическим здоровьем и с дальнейшим обеспечением диагностической цепочки в Центральном противотуберкулезной службе, диагностики и лечения вот этих больных тоже. У нас сейчас идет пилотная программа, это активный скрининг на туберкулез среди пациентов с диабетом. И вот оно... 1 минута осталась. Да, я сейчас заканчиваю. Оно с диабетом, и оно будет продолжено еще в течение года, и мы будем обобщать вот данные с целью дальнейшего адаптирования или продолжения вот этого тоже программы. И могу сказать, что нами было разработано и введено руководство по лечению табачной зависимости, которое является составной частью нашего клинического руководства. Здесь у нас есть маленькая проблема, это лекарственное лечение табачной зависимости, по которому мы будем еще работать. Я очень, наверное, не знаю, очень вкратце я хотела представить то, что у нас имеется, и хочу поблагодарить всем, которые помогли нам в введении, в составлении нашего нового, вот этого уже действующего национального программу, за то, возможность представить те результаты, которые у нас имеются на этом форуме, и моих коллег, которые усердно работали в довольно-таки последние 2 года. Для нас было очень трудные времена. Спасибо большое. Большое спасибо, Наира. Выступала доктор Наира Хачатрян, руководитель национальной программы борьбы с туберкулезом Республики Армения. Коллеги, у нас сейчас 15-минутный перерыв, после которого, я думаю, мы приступим без лишней задержки к следующей части нашей сессии. Итак, перерыв на кофе. Сейчас 48, в 11:00 мы ждем вас всех обратно. Доброе утро еще раз, уважаемые коллеги. Ну, с кофе можно послушать. Давайте начнем, а то мы выбылись от нашего адженды. Графика, да. Сейчас я хочу пригласить Мавлюду Махмудову, регионального советника по европейскому региону от Global Drug Facilities Top TB Partnership. И Мавлюда нам расскажет как раз об доступности продуктов лечения Global Drug Facility. Заодно Мавлюда расскажет немножко наше видение по поводу внедрения новых схем лечения по нашим странам, какие у нас есть challenges, какие вызовы в странах по поводу не с клинической стороны лечения, а чисто по procurement and supply management, по закупкам и снабжению. Спасибо за внимание, и Мавлюда, floor is yours. 30 минут. Спасибо. И, пожалуйста, коллеги, кто отвечает за презентации, могу я попросить, чтобы разместили презентацию на экран и так сделать, чтобы русская версия была у докладчика, у Мавлюды на экране. Спасибо большое. Мавлюда, floor is yours. Добрый день, уважаемые коллеги. Спасибо, Майя, за представление. Уважаемые коллеги, сегодня я хотела бы вас поприветствовать от имени Stop TB партнерства GDF и представить презентацию по наличию лекарственных препаратов для лечения лекарственно-чувствительного и лекарственно-устойчивого туберкулеза. В своей презентации я хотела бы прежде всего немного остановиться о нашей организации, потому что вчера была возможность прослушать 2 презентации по
профилактическим препаратам, а также по диагностике, но вопрос по нашей организации как бы мы не стали включать в презентацию на Таван, и поэтому я сегодня немножко расскажу об этом, а далее я немного расскажу о тех препаратах, которые доступны в настоящее время через GDF для лечения лекарственно-чувствительного и лекарственно-устойчивого туберкулеза, а также о тех дополнительных услугах, которые представляет GDF, и о внедрении новых режимов лечения лекарственно-устойчивого туберкулеза. Итак, GDF или Global Drug Facility – это организация, которая находится в рамках партнерства «Остановить туберкулез», и мы базируемся на платформе UNOPS. Основной наш донор – это USAID, и начиная с 2001 года мы работаем для создания рынка и обеспечения доступа к препаратам гарантированного качества по доступным ценам. Мы начинали с лекарственно-чувствительного туберкулеза, и в последующем GDF уже распространил свою продукцию на лекарственно-устойчивый туберкулез, диагностику и скрининг. Я хотела бы немного остановиться на комплексном подходе GDF к управлению рынка. Что он включает? Прежде всего, он включает то, что GDF осуществляет контроль всего жизненного цикла продукта. То есть, когда первая стадия – это когда GDF определяет какие-то пробелы в наличии того или иного продукта. После того, как этот пробел определен, мы начинаем тесно работать с производителями этих продуктов и мониторировать эту инновацию. После того, как продукция уже непосредственно произведена, GDF занимается очень тесно, отслеживает регуляторный статус, а также статус на гарантию качества. То есть это наличие преквалификации, либо наличие регистрации в странах с сильными регуляторными агентствами. После того, как препарат уже в ходе тендера включен в наш каталог, основной задачей GDF является обеспечение бесперебойного обеспечения этого препарата на рынке страны. И, конечно, мы очень много уделяем оказанию технической помощи по внедрению инноваций, новых инструментов, расширению этих инноваций в стране. И последний, самый завершающий в цикле этап – это уже поэтапное выведение различных продуктов, которые уже не рекомендованы ввоз. Это то, что мы делали с инъекционными препаратами. То есть наша операционная модель, она очень активная, она имеет такой фокус на перспективу, и мы тесно работаем с различными организациями, такими как ВОЗ, это гражданское общество, также донорские организации, а также исследовательские проекты. Таким образом, GDF является уникальной возможностью для стран для того, чтобы иметь доступ к продукции. Во-первых, это лекарственные препараты для лечения лекарственно-чувствительного и лекарственно-устойчивого туберкулеза для всех возрастов, это и дети, и подростки, и взрослые, а также это иметь доступ к диагностическим средствам и средствам для лечения профилактического лечения. Кроме того, GDF представляет еще и инструменты, и услуги, и мероприятия, которые имеют в конце основную цель обеспечения доступа. Об этом я поговорю попозже. И на данном слайде вы можете увидеть хронологию каталога медикаментов. И, как я сказала, мы начали с 2001 года с препаратов первого ряда. Постепенно уже в 2007 году появились препараты второго ряда в нашем каталоге. С 2015 года стали появляться препараты новые, это бидеквилин, диламонид, с 2019 уже претамонид и препараты на основе рифапенсина. И, конечно, большое значение для нас было обеспечение доступа к препаратам для лечения детей. Это так называемые детские формулировки или детские дозировки. Это были вначале препараты первого ряда для детей, а потом это уже и детские препараты для лечения лекарственно-устойчивого туберкулеза. Как я уже сказала ранее, в основном ранее GDF использовался как платформа для закупа препаратов с использованием средств донора. Это в основном были средства глобального фонда. Но на протяжении последних лет у нас увеличивается количество стран, которые уже приходят с средствами государственного бюджета.
И есть у нас такая, установка, что все страны могут закупать продукцию через GDF, используя различные источники финансирования. Это могут быть и донорское финансирование, и, конечно, средства государственного бюджета, если национальное законодательство не противоречит закупу через GDF. И вы вот на этом слайде можете увидеть, как увеличивается число стран, которые закупают через GDF. И вот, в частности, в 2022 году уже 6 стран нашего региона, стран Восточноевропейского региона и Центральной Азии закупают препараты как первого и второго ряда, так и диагностические, например, картриджи GeneXpert. И я хотела бы немножко рассказать о государственном финансировании наших стран ВЭЦа. Практически все наши страны, все 11 стран, имеют 100% финансирование препаратов для лечения лекарственно-чувствительного туберкулеза за счет государственного финансирования. Также увеличивается пропорция финансирования за счет государства и препаратов второго ряда. Но здесь, конечно, есть различия по странам. Некоторые страны вкладывают только 15-20% на закуп препаратов второго ряда. Есть страны, которые полностью покрывают закуп препаратов второго ряда за счет госбюджета. Еще хотела бы сказать, что с переходом на закуп за счет средств государственного бюджета возникают, конечно, много вопросов, связанных с регистрацией препаратов на рынках страны. И в этом отношении GDF очень оказывает большую помощь в коммуникации между производителями и теми проектами, которые, например, помогают с регистрацией в наших странах. И есть хороший пример: Узбекистан, Таджикистан, когда проект PQM+, финансируемый USAID, помогает этим странам в регистрации продукции преквалифицированной и гарантированного качества в наших странах. Ну и хотела бы тоже немножко сказать о структуре нашего плана и там, где мы находимся, то есть вопросы лекарственного обеспечения. Практически во всех компонентах регионального плана действий по туберкулезу на 23-30 год вы можете увидеть, есть интервенции, которые связаны с лекарственным обеспечением и поставками. В первом компоненте мы видим интервенции, связанные с лечением, и естественно, что без лекарств эти вмешательства не могут быть реализованы. Во втором компоненте у нас есть отдельный такой пункт по procurement и supply management, то есть PSM, закуп и лекарственное обеспечение. И в третьем компоненте мы тоже видим, что у нас есть такое вмешательство, связанное с быстрым внедрением новых технологий. Это касается также, в свою очередь, и со схемами лечения. То есть на протяжении всего вот этого регионального плана мы видим вопросы, которые связаны с лекарственным обеспечением. И вот я уже хотела бы перейти непосредственно к теме своего доклада, непосредственно к препаратам, которые имеются для лечения детей, подростков и взрослых с лекарственно-чувствительным туберкулезом. Здесь вы можете увидеть последние рекомендации ВОЗ и последние обновленные руководства. И хотим сказать, что все препараты для лечения лекарственно-чувствительного туберкулеза как у детей, так и у взрослых имеются в наличии в каталоге GDF. Что такое каталог GDF? Это документ, который пересматривается очень часто, когда выходит новый препарат, когда изменяются цены, когда проходит тендер, и этот документ может меняться в течение года практически 7-8 раз. Последние обновления были в августе 2022 года, и вот в этот каталог практически входят все комбинированные препараты, а также монопрепараты для лечения лекарственно-чувствительного туберкулеза. И теперь по каждому режиму я хотела бы тоже остановиться отдельно и сказать, какие препараты и сколько поставщиков у нас имеется, и какие у нас есть вопросы, которые требуют особого внимания. Первый режим – это обычный наш стандартный режим, которым мы лечим очень длительное время. Это 6-месячный режим лечения для чувствительного туберкулеза. Мы используем его и для детей, и для взрослых. И вы видите, что количество поставщиков
количество поставщиков для лечения лекарственного чувствительного туберкулеза у взрослых достаточно много. Это колеблется от 3 до 4. То есть это достаточно большое количество, и мы полностью можем обеспечить всю потребность в этом лечении. И стоимость этого режима в настоящее время $48. Если мы посмотрим уже лечение детей, то вы можете увидеть, что у нас только один поставщик по 3-компонентному препарату и по 2 поставщика идет по 2-компонентным препаратам и монопрепаратам. Также я хотела бы сказать, что у нас есть монопрепараты, которые имеют растворимую форму и также твердую форму. И стоимость их, конечно, отличается, поэтому, когда страны делают свои заказы, они должны учитывать свои финансовые средства и возможности. Ну и цена, она, конечно, здесь будет варьировать от 11 до 94, в зависимости от весовой категории и так далее. Какие же существуют у нас вопросы, которые требуют внимания при расчете и прогнозировании лекарственной потребности? Первый – это очень важный вопрос. Пожалуйста, обратите внимание, что изменились весовые категории для взрослых и подростков. Если мы имели традиционно 4 весовые категории, ну вы их знаете, 30-37, 38-54, 55-70 и свыше 70, то сейчас они немного изменились, и количество таблеток по этим диапазонам тоже изменились. Также обратите внимание, что изменились и возрастные группы для детей, поэтому те лица, которые будут заниматься расчетом, прогнозированием лекарственной потребности, должны это учитывать. Следующий режим лечения, также это новый режим лечения, который рекомендован ВОЗ, это режим для 4-месячного лечения для детей от 3 до 16 лет. И здесь практически те же самые производители мы видим, и стоимость этого лечения тоже перечислена здесь. Какая же есть у нас здесь вопрос, который необходимо озвучить? Первое – это то, что этот режим лечения используется для детей с нетяжелым течением туберкулеза. И зачастую эти данные бывают недоступны при расчете лекарственной потребности. Поэтому у нас есть такая просьба, пожалуйста, собирайте более детальные данные, и которые мы могли бы анализировать, агрегировать и делать более реалистичную, более точную потребность в лекарственных препаратах. Следующий очень важный режим, который рекомендован ВОЗ, новый режим, он включает в себя уже новый препарат, это рифапентин, также включен в этот режим моксифлоксацин, остальные препараты традиционно мы использовали в режимах для лечения лекарственно-чувствительного туберкулеза. Что я хотела сказать по поводу данного режима? Первое наше момент, на который необходимо уделить внимание. Мы имеем достаточное количество поставщиков для изониазида, для моксифлоксацина, для пирозинамида. Что касается рифапентина, и у нас этот вопрос сегодня подняли, у нас есть один поставщик для рифапентина 300-миллиграммового. Этот поставщик люпин, но этот препарат находится в настоящее время на стадии ERP, то есть на Expertise Review панель, то есть это сейчас находится для того, чтобы его закупать, нужны разрешения со стороны глобального фонда. Второй поставщик – это рифампетин 150, это один supplier, Sanofi, о котором мы сегодня говорили. У нас его можно закупать, этот препарат через нас, но когда мы будем пересчитывать на то количество, которое необходимо для ежедневного приема, количество таблеток для данного препарата, для данной дозировки 150 будет достаточно большой. То есть 8 таблеток только одного рифампентина, плюс еще вы добавляете 4 таблетки пирозинамида и так далее, это получается 14 таблеток на прием. И поэтому наиболее оптимальным для данного режима, конечно, является использование изониазида монопрепарата 300-миллиграммового и рифапентина 300-миллиграммового. Но, тем не менее, ежедневная доза препарата в этом случае будет составлять от 9 таблеток, там даже 10 таблеток может быть, и 6 таблеток в поддерживающей фазе. Ну и, конечно, стоимость режима вы можете посмотреть, она $187. Если мы сравним с 6-месячным режимом стандартным, который был у нас $48, конечно, это увеличение стоимости
данного режима. Следующая рекомендация по поводу лечения туберкулезного менингита у детей. И мы видим здесь тоже те же самые препараты и тоже количество поставщиков. Какие вопросы требуют внимания при прогнозировании и лекарственной потребности? Я хотела бы тоже остановиться на них. Это первый наш вопрос, это то, что данные по количеству детей с туберкулезным менингитом не всегда могут быть доступны, и поэтому страны, конечно, должны их собирать. И стоимость лечения 6-месячного, она, конечно, в 2 раза выше, чем стоимость 12-месячного курса лечения. Какой существует у нас сейчас прогресс в наших странах в внедрении этих режимов? Конечно, мы немножко отстаем с внедрением новых режимов, в частности, краткосрочного 4-месячного с моксифлоксацином и рифапенсином, потому что, опять же, я еще раз хочу подчеркнуть, эти препараты закупаются на средства госбюджета, и стоимость выше, чем стоимость 6-месячного режима. Кроме того, да, и я хотела сказать, что 5 стран ВЕЦа планирует в следующем году внедрять этот режим, и также планирует 5 стран нашего региона внедрять 4-месячный режим для детей. Ну и вот одна страна, тоже хороший пример, начала уже внедрение этого режима 4-месячного для детей с 2022 года. И хотела обратить внимание вот на priority interventions, то есть это приоритетные вмешательства. В рамках вот того информационного документа, который вышел от Глобального фонда на 2023 год, это документ, который помогает странам выбрать основные вмешательства, которые можно включить в новую заявку для финансирования Глобального фонда, использование вот этих коротких режимов и 4-месячный режим для детей, и 4-месячный режим для пациентов старше 12 лет с использованием рифампицина и моксифлоксацина включены как желательные интервенции, которые могут быть поддержаны со стороны Глобального фонда. Поэтому при планировании своих заявок, пожалуйста, учтите этого внимания. И теперь я хотела бы перейти к препаратам для лечения детей и подростков, для взрослых и с лекарственно-устойчивым туберкулезом. И традиционно начну с той инициативы, которая была представлена через GDF. Это инициатива, благодаря которой наши страны получили препараты. И вы видите, что с 2018 года каталог GDF стал пополняться препаратами, детскими препаратами для лечения лекарственно-устойчивого туберкулеза. Вот синим здесь обозначены препараты, которые имеют более 2 поставщиков или 2 поставщика. Красным, к сожалению, это те препараты, которые мы пока имеем единственного одного поставщика. И вы можете увидеть, что в 2018 году мы сразу в каталог ввели 6 препаратов, в 2019 уже был клофазимин включен и изониазид детский, в 2020-м бетаквилин 20-миллиграммовый, деламонид в 2021 году, линизолид вот в этом году, буквально в августе месяце, он появился в нашем каталоге. Таким образом, на сегодняшний момент все 11 препаратов, которые ВОЗ рекомендует для лечения лекарственно-устойчивого туберкулеза у детей, имеются в нашем каталоге и имеются в наличии, несмотря на то, что мы имеем очень маленький рынок детских дозировок. Но, тем не менее, GDF работает с поставщиками и просит их постоянно снижать цены на эти препараты. И действительно мы достигли уже по некоторым позициям снижения до 30%, по некоторым препаратам до 80%. И вот здесь хотела бы уже непосредственно обратиться к нашему региону, странам Восточноевропейского региона и Центральной Азии. Хотела бы сказать, что благодаря вот этой инициативе японского правительства и USAID, которые финансировали детский грант, наши страны получили около 350 курсов лечения и успешно начали использовать.
И хотелось же также подчеркнуть, что на этом инициатива не закончена, и страны поняли, что действительно доступ к этим препаратам является очень важным, и уже страны в 2022 году, 3 страны моего региона, они включили в заказы с использованием средств глобального фонда, они включили закуп этих препаратов. И одна страна в регионе начала закуп этих препаратов на средства государства. Какова же стоимость этих режимов? Ну, я здесь представила 3 основных режима, которые рекомендованы ВОЗ в рамках последних рекомендаций 2020-2022 года. Вот. И мы видим, что 9-месячный режим, в зависимости от дозировок, весовой категории, он где-то колеблется от $641 до, ну, максимум до 1000. И самым дорогим режимом является, конечно же, и остается это режим с деламонидом, потому что стоимость деламонида, она практически не изменилась с того времени, как он был введен в наш каталог. И опять же, здесь вот внизу написано, что педиатрические дозировки, комбинированные препараты для лечения всех форм туберкулеза, они перечислены в числе препаратов для приоритетных интервенций для инвестиций глобального фонда. Это говорит о том, что страны, если они имеют определенные проблемы с финансированием за счет государств, то они могут это спокойно включать в свои будущие заявки глобального фонда. Ну и также очень интересно нам показать стоимость режимов лечения, которые мы используем для взрослых. Красным вы можете увидеть препараты, по которым мы имеем только одного поставщика, это бидеквилин и претамонид, мы имеем один поставщик на каждый препарат. Что касается остальных препаратов, мы можем сказать, что у нас достаточное количество, особенно по позициям левофлоксацина, моксифлоксацина, клофазимина и линезолида. Что касается деламонида, в настоящее время у нас уже появилось 2 поставщика. Это традиционно наш первый поставщик Отсука и еще один поставщик, но он находится под статусом ERP, это Mylan. Поэтому вы можете иметь в виду, что у нас появляется уже и 2 поставщика для деламонида. Что касается стоимости, конечно, если вы посмотрите стоимость, представленную в этой таблице, и сравнить то, что мы имели хотя бы 3 года назад, когда стоимость была выше $2000 для лечения лекарственно-чувствительного туберкулеза, конечно, мы имеем значительное снижение стоимости режимов. Но единственное, вот здесь не представлен режим с деламонидом. И вот здесь есть краткосрочный режим с циклосерином, и мы часто используем также, замещаем этот циклосерин на деламонид. Если мы посчитаем стоимость с деламонидом, то стоимость этого режима будет практически около $2000. Опять же, из-за того, что самым дорогим препаратом остается деламонид, и он составляет практически 80% от стоимости этого режима. И хотела бы подчеркнуть, что опять же 6-месячные пероральные режимы – это Ibipal, Ibipal-M, и также 9-месячные пероральные бидеквилин содержащие режимы, они перечислены в числе приоритетных интервенций, и вы можете включать их в свои заявки глобального фонда. Здесь я хотела бы очень быстро сказать, что у нас на нашем сайте есть все необходимое для того, чтобы сделать заказ на препараты. И здесь очень важно, есть одна ссылка на list of budgeting prices. Здесь именно те цены, которые необходимо использовать, потому что каталог не всегда вовремя обновляется, а на этой ссылке вы можете найти цены, которые обновляются ежеквартально. И кроме того, по этим ссылкам вы можете найти все необходимые PSM-косты, то есть то, что я представила, это была стоимость препаратов. А кроме этой стоимости есть еще те важные стоимости, которые на транспортировку, на обеспечение качества и так далее. И все они включены в данные ссылки. И еще раз хотела бы отметить, моя коллега об этом говорила, но я хотела еще раз сказать, что lead time начинается с момента, когда страна сделала оплату своего заказа. И только после этого отсчитывается 4-6 месяцев
в течение которых мы можем привести препараты. Ни раньше и не позже. Поэтому, пожалуйста, принимайте во внимание, что lead time начинается только после оплаты. Кроме этого, я хотела сказать, что у нас есть несколько дополнительных услуг. Первая услуга – это стратегически возобновляемый запас. То есть на уровне GDF мы имеем определенный запас, который мы используем для быстрой доставки некоторых препаратов в случае форс-мажорных экстренных доставок. Следующее – это так называемый гибкий закупочный фонд для тех стран, которые не могут сделать стопроцентную предоплату. И еще у нас есть приоритизация продуктов, то есть мы можем делать определенную приоритизацию продуктов, которые имеют проблемы с поставками. И вот я хотела бы воспользоваться, у меня есть несколько минут, сказать о QuantiB. Мы много говорили о QuantiB на уровне каждой страны, что странам этот инструмент помогает в определении лекарственной потребности, как инструмент для подсчета этой потребности, а также как инструмент для раннего оповещения. И как бы страны уже начали очень хорошо использовать этот инструмент и его периодически обновлять. Сегодня я хотела бы сказать буквально несколько слов, почему этот инструмент важен для GDF. И мы действительно просим у стран ежеквартально присылать эти файлы для нас. Во-первых, для того, чтобы выйти к поставщикам, мы должны иметь свой demand, то есть свой спрос на те или иные препараты. И без того инструмента, который мы имеем, вот QuantiB, который собирает по странам всю вот эту вот потребность, мы бы не смогли правильно определить свою потребность. Поэтому первое, для чего мы используем QuantiB, который мы получаем со всех стран, для прогнозирования спроса глобального, для проведения тендеров и для того, чтобы мы делали переговоры с нашими поставщиками. Второй момент. Мы используем эту информацию из QuantiB файлов страновых для того, чтобы пополнить свой так называемый стратегически возобновляемый запас. Мы смотрим, какие препараты в первую очередь и очень часто требуют страны. И мы имеем вот этот пул как бы медикаментов на своем уровне. И опять же, QuantiB файлы нам помогают с этим. И следующее, мы сделаем приоритизацию. То есть страны, когда ставят заказы, мы смотрим, если в QuantiB по какой-то стране мы видим, что есть потенциальный риск какого-то дефицита, мы быстро переставляем и изменяем расписание заказов. Может быть, страны это не замечают, но мы это делаем ежеквартально, обновляем вот этот план поставок. Поэтому моя большая просьба, пожалуйста, обновляйте эти QuantiB файлы и посылайте, потому что это нужно и вам, и тоже и нам. И в конце я хотела бы буквально 1 минуту сказать, как идет процесс внедрения новых режимов. Это BPAL, BPAL-M. И в этой связи я хочу сказать, что наше тесное сотрудничество с Комитетом Зеленого света, с консультантами очень нам помогает внедрить и продвигать вот эти новые режимы, а также мы делаем прогнозы, проделаем свои сценарии, когда лучше для каждой страны внедрить эти режимы. И даже делая эти сценарии, мы смотрим, какие могут быть потери по тем препаратам, которые будут выходить уже из употребления, и какие могут быть проблемы, например, с дефицитом того или иного препарата на каком-то этапе. Поэтому это тоже в этом мы благодарим консультантам Зеленого света, которые участвуют в этих упражнениях, и благодарим также страны, которые предоставляют QuantiB файлы, по которым мы можем делать эти сценарии. Какие у нас проблемы возникают в настоящее время, когда мы внедряем новые режимы? Конечно, это проблема с регистрацией, это с обновлением национальных руководств. Мы должны двигаться в разработке планов закупа. Конечно, мы должны иметь хорошую организованную систему распределения. И, конечно, когда мы переходим на новые режимы, мы должны думать, как мы должны обучать людей, когда мы должны обучать. И для того, чтобы препараты, когда уже пришли в страну, страна была, в принципе, готова внедрять эти режимы. Ну, здесь много очень написано, но я скажу буквально в 3 словах.
GDF имеет все необходимые лекарственные препараты для лечения лекарственно-устойчивого туберкулеза, лекарственно-чувствительного туберкулеза, все необходимые препараты для лечения профилактического, а также рекомендованные ВОЗ диагностические средства и средства для скрининга. Второй мой пункт – это QuantiB. QuantiB – это жизненно важный инструмент для стран и для GDF. И последнее я хотела сказать, что даже несмотря на то, что мы все ждем руководства, новое руководство ВОЗ, и сегодня мы услышали, что оно очень скоро, через неделю, появится, и мы еще до этого получали Rapid Communication. Вот это время, которое между появлением Rapid Communication и новыми руководствами, мы должны использовать очень рационально. Начинать думать, сколько, когда, где, какие мероприятия и с кем мы должны провести в странах, для того, чтобы уже к приходу этого нового руководства мы были готовы как можно быстрее использовать эти руководства для адаптации уже в стране и началу использования новых режимов. Спасибо большое за внимание. И я хотела бы, поблагодарить всю огромную команду GDF, которая участвовала в разработке этой презентации и которая делает огромную работу по доставке препаратов в ваши страны. Спасибо огромное. Спасибо большое, Мавлюда. Уважаемые коллеги, прежде чем мы перейдем на следующий по графику, у нас идет раздельные заседания, согласование национальных стратегических документов. Прежде чем перейти на рабочие группы, мы предоставляем слово Михаилу Болику 10 минут. Да, но одно маленькое вмешательство. Если Да, можно. пожалуйста. Мы эти 3 дня хорошо кушаем, хорошо слушаем и хорошо сидим. Это означает, что в течение этих 3 суток мы не выполняем одну из главных рекомендаций ВОЗ. Рекомендация хотя бы минимальной физической активности в течение суток. 10 тысяч шагов кто-нибудь из вас сделал за последние 3 дня? Раз, два. Ну, браво, 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 браво. Тогда давайте так. Я приглашаю всех, и я прошу доктора Андрея Даду нам помочь в этом, запустить один видеоролик, и дальше уже ваше дело. Присоединитесь вы к этому ролику или же нет. Хорошо? 1 минута буквально. Михаил, мы вас украдем. Вернее, не украдем. Мы вам продлим. Совершенно верно. Доктор Андрей, можно будет запустить? Это обещает быть весьма нестандартным, весьма интересным, так что немножко разомнемся. Все довольны? Все рады? Кажется, не очень. Ну, смотря что будет. Все боятся? Да, посмотрим. Ну, сейчас Андрей запустит. Да. Я надеюсь, акробатики не будет. Будет. Как же без нее? Ой. Произвольная программа. Итак, пожалуйста, всех встаем. Опять же, желающие встают и делают то, что делает здесь коуч, то есть это тренер. Спасибо. Пожалуйста, все
Я надеюсь, это немного всех взбодрило. Я очень надеюсь, что до обеденного перерыва мы не заснем. А теперь слово доктору Михаилу Волику. Спасибо большое всем. Кстати, я заметил, что многие из вас очень даже неплохо танцевали. Спасибо, Октай, спасибо, Андрей. Замечательно. Спасибо, друзья. Да, спасибо, друзья. Это был язык жестов, и это была моя презентация на языке жестов. Поскольку я больше ничего не могу сказать после столь интенсивного занятия. Но если серьезно, уважаемые коллеги, дорогие друзья, следующая наша сессия будет посвящена продолжению работы в группах. Напомню, что мы должны повторить домашнее задание, заполнить закладку в нашем инструменте сравнения национальных стратегических планов, которая называется 1D и посвящена диагностике. Это то, что мы вчера немножечко не успели сделать во время сессии. И сегодняшнее задание – это закладка 1Е, которая посвящена лечению. Я прошу вас объединить эти усилия и распределить время так, чтобы вы могли использовать оба инструмента. Да, и тот простой инструмент, который вы уже очень хорошо усвоили по сравнению с табличками и планированием календарных планов, и тот инструмент, который вчера Том напоминал, который позволяет сделать некое моделирование с тем, чтобы посмотреть, какие приоритетные действия могут привести к каким результатам. И еще один важный вопрос, к чему мы вас очень призываем, это спланировать на 23, 24, 25 годы ваши количественные показатели по охвату скринингом, по выявлению, по диагностике и по охвату лечением. Да, почему для нас всех это очень важно? Потому что от этих цифр будет зависеть все остальное. Будет зависеть финансирование всей программы противотуберкулезной помощи на оставшийся период до 2025 года, ну и, конечно, потом. Но сейчас прекрасная возможность это сделать. Почему? Потому что здесь, в этом зале, находятся эксперты Всемирной организации здравоохранения и партнерство «Остановить туберкулез», и Агентство США по международному развитию, и Глобального фонда. Все те организации, которые заинтересованы оказать максимальную техническую и финансовую поддержку всем странам с тем, чтобы достичь тех целей, которые перед нами поставлены. И если мы с вами эти планы и цели озвучим и согласуем, то это приведет к более плавному и гораздо более удобному следующему процессу формирования уже бюджетных планов, бюджетных смет и для многих стран очень актуально формированию заявок на следующий раунд финансирования в глобальный фонд. Поэтому использовать это время нужно с умом, эффективно и с удовольствием.
Если у вас будут какие-то вопросы, то, пожалуйста, обращайтесь. И я приглашаю всех коллег, да, которые сидят за столами чуть дальше страновых столов, активно передвигаться, да, подходить к национальным командам, каждому из столов, в каждой стране, спрашивать, интересоваться, участвовать и советовать, и, может быть, какие-то вопросы задавать, которые еще здесь не были озвучены, но которые абсолютно точно остаются и возникают. Спасибо за внимание и приступаем к работе. У нас будет час совместной работы. Спасибо. Михаил, один такой вопрос технический вот у Майи есть. Пожалуйста, Майя. Да, то есть чисто с административной точки зрения. То есть сейчас работаем в группах. И сейчас работаем в группах, да? И после как продолжаем? Опять продолжаем, как вчера, то есть страны презентуют со стола или выходят и что-нибудь показывают? Или Да. просто... Нет, совершенно верно. Точность такой же формат, но сегодня у нас уже тема и диагностики, 1D, и 1Е, и лечения. Плюс еще одно вот такое как бы дополнительное задание – это сформировать лист своих абсолютных целевых ориентиров на 23, 24 и 25 годы. Кто уже это сделал, может пойти дальше. Может, например, распределить по режимам лечения, да, по взятию на лечение, по необходимости уже заказов, формирования заказов на закуп препаратов первого, второго ряда и так далее. Но я думаю, это уже более сложный этап. Сейчас можно сфокусироваться на этих. И совершенно верно, потом мы дадим слово странам представить результаты своей работы. То есть у нас сейчас есть до 12:30 остается 40 минут. Мы даем 40 минут странам, и в 12:30 просим странам презентовать свою работу, да? Да, совершенно верно. Спасибо. Спасибо большое. Ну все, время засекли. Поехали. И время зашло. Пошло, да.
убедительная просьба занять свои места. Мы сейчас приближаемся к завершению нашей утренней сессии, поэтому, если вы не против, коллеги, если вы не против, мы тогда заслушаем те страны, которые нам бы могли бы рассказать о том, что они проделали за это время, то есть согласование национальных документов, и через 25 минут, вернее, через 24 минуты пойдем на обед. Будет завершение нашей текущей сессии номер 6. Коллеги, пожалуйста, какая страна хочет выступить и презентовать то, что они сейчас обсуждали, ту работу, которую они сейчас проделали и чем они хотят поделиться. Пожалуйста, Украина, включайте ваш микрофон. Я попросил бы минуточку внимания у всех остальных коллег. Наши коллеги из Украины сейчас будут презентовать диагностику и лечение. Кстати говоря, это очень хорошо, что именно раздел диагностики будет представлен, потому что вчера он был дан как домашнее задание, но если вы его уже отработали, то не грех и поделиться. Все прекрасно. Украина, вам слово. Спасибо. Кампус Таврис Наталья, лабораторный специалист Центра общественного здоровья Украины. В Украине внедрены все мероприятия, указанные в плане, но каждый пункт нуждается в расширении и совершенствовании. Первый пункт – это использование молекулярно-генетических методов в качестве первичного диагностического теста и отказа от микроскопии. В октябре месяце Украина приняла новый стандарт лечения и диагностики, где в качестве первичного диагностического диагностического метода для выявления туберкулеза есть молекулярно-генетические методы. Страной была проведена оценка потребностей систем GenExpert, был проведен расчет, сделана закупка в рамках глобального фонда, и в январе 2022 года мы получили 129 систем GenExpert. До февраля 2024 года мы развезли часть систем, и с мая по сентябрь 2022 года в стране произошла замена микроскопии, полностью микроскопии на молекулярно-генетические методы. На сегодняшний день за 9 месяцев страна 80% случаев туберкулеза были выявлены в молекулярно-генетическим методом в качестве первичного теста. Какие мы планируем мероприятия? Это внедрение устойчивой системы транспортировки биологического материала на сегодняшний день. У нас транспортировка осуществляется по всей стране при технической поддержке наших международных партнеров Глобального фонда USAID. Следующее. Доинсталлировать систему GenExpert в первом квартале и тем самым полностью охватить страну молекулярно-генетическими методами. Постоянное обучение лабораторных специалистов и внедрить внешнюю оценку качества. И здесь будет вопрос от страны. На сегодняшний день пока нет методов проведения внешней оценки качества для систем GenExpert, которые инсталлированы на первичном уровне и используют нативную мокроту. Поэтому в стране, в Украине, внешняя оценка качества проводится в качестве кураторских визитов, мониторинговых визитов лабораторий высшего уровня. Поэтому, я думаю, мы услышим ответ на этот вопрос. Следующий пункт, на котором бы я хотела остановиться, это использование системы платформы GenExpert для комплексного обследования, для исследований на ковид, гепатит, СПИД и туберкулез. На сегодняшний день страна также начала внедрять комплексное исследование и лаборатории
использует платформу GenExpert не только для выявления туберкулеза, но и для выявления ковида, гепатита, ВИЧ-инфекции. И в наших планах расширение на более низший уровень, потому что на сегодняшний день мы используем это на 3-м уровне региональных лабораторий ЦБ. Так, следующий пункт, на котором бы мы хотели остановиться, это оптимизация лабораторной сети. Вчера об этом говорили. Это мероприятие, которое касается всех стран в связи с тем, что поменялись методы на разных уровнях. В стране продолжается процесс оптимизации лабораторий именно низшего уровня в связи с переходом на молекулярно-генетические методы. Использование платформ. Я уже сказала о том, что мы используем платформу GenExpert для разных диагностики нозологии. Также хотела отметить, что страна с января месяца полностью использует картриджи XDR для определения генетического ТЛЧ. В стране 27 лабораторий 3-го уровня, и они обеспечены картриджами. Первоначальная была поставка за деньги глобального фонда. На сегодняшний день мы используем картриджи, которые закуплены за деньги государственного бюджета. Также еще хотела сказать, что полностью 25 региональных лабораторий обеспечивают тестирование медикаментозной чувствительности препаратам второго ряда, в том числе мидофилин, деламонид, линизолид, лафазимин. Эти чистые субстанции у нас есть с 2020 года, и до сегодняшнего дня, это достижение нашей страны, до сегодняшнего дня у нас не было прерывания в использовании, тестировании ТЛЧ в новом препарате. И также мы начали внедрять информационную систему ЛИС. Мы расширяем ее на всю страну. И для наших лабораторий региональных мы начали подготавливать вместе с супернациональной лабораторией Гаутинг наши региональные лаборатории к международной аккредитации 115-189, так как их у нас много, 27. Начинается поэтапно, сначала 4 основных, потом в начале следующего года они будут аккредитированы, и лаборатории будут подготовлены остальные лаборатории. Возможно, кто-то хочет вопрос. Уважаемые коллеги, добрый день. Я дополню наши планы по разделу лечения. Итак, на сегодняшний день мы уже говорили о том, что новый стандарт оказания медицинских услуг, куда вошли все предложенные изменения Всемирной организации здравоохранения в 2022 году, сегодня находится на утверждении Министерства здравоохранения. Но, тем не менее, мы такой пункт тоже запланировали на все последующие годы, с учетом того, насколько ВОЗ каждый год пересматривает свои руководства, поэтому мы понимаем, что темп, который взят, он будет продолжаться и в последующем, чему, собственно говоря, очень рад. Также мы будем продолжать для нас относительно новое направление, когда мы будем визировать оказание медицинской помощи посредством каскадов и анализа потерь на каждом этапе путем проведения исследований и полученных результатов, а потом имплементации на практике. Также мы говорили о том, что мы на сегодняшний день являемся страной, которая одна из лидеров по внедрению коротких режимов. Мы, по сути, уже начали вторую страновую когорту, успешно завершив когорту Всемирной организации здравоохранения. В этом году мы начали исследование БИПАЛ, и, собственно говоря, все эти исследования мы в том числе планируем продолжать и в последующем, и те новые исследования, которые будут предлагаться со стороны Всемирной организации здравоохранения. На сегодняшний день у нас есть доступ ко всем противотуберкулезным препаратам, они все зарегистрированы, но тем не менее мы видим, что в связи с военными событиями нам потребуется помощь доноров в закупке лекарственных препаратов. То, о чем мы не просили доноров последние как минимум 3 года, обеспечивая полную закупку для Министерства здравоохранения всех препаратов, в том числе притамонида. Сейчас, к сожалению, мы
говорим о том, что мы, по сути, сделали шаг назад в этом вопросе. Далее мы говорим о моделях оказания медицинской помощи, о человекоориентированных подходах. И здесь был сделан хороший прогресс. На сегодняшний день в Украине реализуется и продолжается реализация реформы системы здравоохранения, включая противотуберкулезные услуги. Собственно говоря, пациент-ориентированный подход, человек-ориентированный подход, он заложен в основном пакете медицинских услуг, который гарантирован государством. Также у нас есть отдельный пакет амбулаторный, где все человекоориентированные подходы, в том числе критерии госпитализации, формулирование отношения, все это должно быть обеспечено государством. Что мы планируем еще поменять? Что мы планируем поменять? Это все-таки дальнейшее расширение видеоконтролированного лечения. 43% для нас это не так амбициозно. Мы видели, что страны демонстрируют лучший прогресс. Также мы планируем снижать количество и дни госпитализации. Что-то происки врагов. Спасибо большое. На сегодняшний день у нас не подвязаны, скажем так, койки и финансы. Нет такой зависимости, так как в рамках новых финансовых инструментов мы исправили такой подход, но тем не менее видим, что еще дольше госпитализации, чем нам хотелось бы. Сейчас мы утверждаем также новый приказ о мультидисциплинарном подходе с большей вовлеченностью первичного звена, и будем это продолжать поддерживать дальше. Учитывая, насколько важно сейчас оказание поддерживающих услуг, да, медико-социальных, как мы раньше говорили, то сейчас пакет документов на утверждение в Министерстве здравоохранения, и в том числе мы предполагаем, что будет расширение роли государства в предоставлении таких услуг. Также важным направлением, над которым мы будем работать, это связь факторов риска. На сегодняшний день мы говорим о гепатите, о злоупотреблении алкоголем, ВИЧ-инфекции, табакокурением и так далее. У нас все эти данные есть, и мы в том числе через барьеры результатов лечения исследуем, насколько влияют эти факторы, и внедряем комплексные программы, которые бы помогали нашим пациентам. И для нас новое и очень важное направление – это программы психологической поддержки с учетом того, что все население, все 40 миллионов населения на сегодняшний день находятся в ситуации глубокого стресса в связи с войной. Что касается паллиативной помощи, то на сегодняшний день она у нас полностью интегрирована в общую систему. Есть отдельные пакеты государства по оказанию паллиативной помощи, есть общий приказ о паллиативной помощи, который, в общем-то, распространяется на противотуберкулезную службу. Единственные особенности выписаны в существующем стандарте инфекционного контроля. Но здесь, конечно же, потребуется дальнейшее улучшение взаимодействия между службами, в том числе обучение тех провайдеров, которые оказывают такую помощь с более мультисекторальным подходом. И один из самых важных шагов, к которому мы тоже призываем страны, это проводить комплексные оценки своих национальных программ при поддержке Всемирной организации здравоохранения. Сейчас Украина практически на завершающем этапе такой комплексной оценки, и мы в том числе включим в наш НСП-план те рекомендации, которые в том числе будут нам предоставлены со стороны Всемирной организации здравоохранения. Спасибо. Огромное спасибо, Украина, за ваше очень такое подробное, очень детальное выступление. Лично для меня вот эта цифра 80% диагностики на сегодняшний день осуществляется за счет молекулярно-генетических методов. Это просто супер. Это просто супер лично для меня. Коллеги, если нет вопросов к Украине, давайте, пожалуйста, следующая страна. Я вижу доктор Лазиз Тураев, Узбекистан. Пожалуйста, ваш микрофон включайте. Добрый день, коллеги. Если коротко, 1D-лист ранней диагностики и универсальный доступ к тестам на лекарственную чувствительность. Этот пункт у нас есть уже отражен в национальном лабораторном стратегическом плане, и почти все активности, я говорю только почти, отражены в этом документе.
из 12 пунктов вот этого тула мы находимся в прогрессе по всем. Хочется отметить по первому использование быстрой диагностики. Мы сейчас достигли 40% быстрой диагностики доступа как первичного теста. Мы собираемся в 2023 году достичь 70, в 2024 90 и к 2025 году надеемся, что мы достигнем 100% охвата быстрой диагностикой. Основной метод у нас GenExpert, но он еще у нас, думаю, будет долго. Что касается второго пункта, мы полностью соответствуем, наш национальный стратегический лабораторный план соответствует рекомендациям ВОЗ. И надеюсь, что алгоритм, он постоянно обновляется и будет скоро утвержден уже в Министерстве здравоохранения. По третьему пункту, мы должны отметить, что это не было, к сожалению, у нас вот этот вот patient path analysis в первичных документах в национальном стратегическом плане. Но я думаю, сейчас будет обновление. Но несмотря на это, проект USAID ТИФа уже в Ташкентской области проводит этот анализ, и думаю, это будет расширение на всю страну к 2025 году. Что касается пункта 4, мы служба НТП и служба, отвечающие за ВИЧ, гепатит, ковид, будут интегрироваться путем создания координационного совета в 2023 году. И думаю, к 2025 году мы полностью будем соответствовать вот этому пункту 4. Сейчас в прогрессе. По пункту 5, сервис планируется организовать путем обеспечения пакета услуг для скрининга и дальнейшей диагностики на первичном уровне медицинских учреждений. Мы уже можем похвалить, сказать, что уже эти X-ray приборы уже закупаются страной, уже они начали использоваться. Что касается, не совсем это к лаборатории относится этот пункт, но и все же мы это можем уже констатировать, этот факт. По пункту 6, у нас проводится реализация поэтапного плана, реорганизация сети микроскопических лабораторий. Уже с 2017 года мы сократили 70 микроскопических лабораторий. И, вместе с тем увеличивается количество GenExpert лабораторий. Их у нас 97 уже сейчас в стране. И основная часть на первичном уровне находится. И мы увеличили количество лабораторий ЛК и Culture 10 лабораторий с 2 до 8. И к 2024 году мы надеемся, что все микроскопические лаборатории будут преобразованы в пункты сбора мокроты. Что касается следующего пункта 7, то надо отметить, что по проекту «Этика USAID» в 2021-2022 году были закуплены и установлены 30 шестиканальных GenExpert прибора и 22 десятиканальных прибора. Они уже функционируют. И что еще хочется отметить, что мы по проекту COVID Response механизма в Узбекистане в 2023 году рассматриваем закупку 7 приборов BD Max. Доктор Тураев, время, пожалуйста. Да, спасибо. Спасибо. Спасибо большое, доктор. Я хотел бы передать слово, вот у меня на очереди Азербайджан и Беларусь. Коллеги, я предлагаю немножко видоизменить формат задачи, а именно, давайте быть более критичными. Мы все привыкли очень красиво рассказывать, что мы
хорошо наработали, что у нас отлично работает. Это здорово, и это правильно, это мотивирует. Но давайте быть одновременно и откровенно сами с собой. Что у нас, что из тех пунктов, которые мы по диагностике или лечению предусматриваем, пока не столь хорошо работает. Я предоставляю слово коллегам. Кто хочет вперед? Азербайджан, пожалуйста, потом Беларусь. У нас осталось 5 минут, так что по 2,5 минуты на страну. Спасибо. Thank you very much. I will represent the results from Azerbaijan, and I will try to be short. So if we will look at the summary for part 1D, we have one completed task, 10 tasks in progress, and one task planned. So I will stop and plan tasks, as you asked us, and I want just to mention regarding task 1, because there is a point about discontinuation the usage of microscopy. So I want to emphasize here, yes, we are using the new diagnostic algorithms, but still we are using microscopy. I think this is important. Again, about the about the high priority countries, point 3, access diagnostic coverage and diagnostic accessibility with patient pathway analysis. It is not included in our NSP and it is not done still now, it's only planned. Also, I want to mention one completed point because this is really was completed during this year. This is our network assessment. This network assessment, laboratory network assessment was done by external expert of WHO, and using this report of experts from WHO, we are doing now the optimization of our laboratory network. And also, I will go to summary part 1E. So in summary part 1E, we have in progress 8 tasks and 1 task planned. And if we will look at this task, which one is still planned? So 1E, sorry, yes. This is about implementation of periodic assessment of risk factors. As a matter of fact, we have a consilium, medical consilium for the patients with treatment failure, but we are not doing risk assessment. So I think this is really very important point, not just discuss, yes, and just say that, yes, there is a treatment failure, but it is very important to analyze and then in the end to say what is the risk factors for this treatment failure. So thank you very much. Огромное спасибо, Ягуд Ханум. Азербайджан, спасибо большое. Слово предоставляется Беларуси. Пожалуйста, Беларусь. Тоже надеемся на критичное выступление. Пожалуйста. Спасибо большое за предоставленное слово. Касательно лабораторной диагностики, я сразу перейду к проблемам, которые существуют в нашей стране. Несмотря на то, что у нас на сегодняшний день 94% подлежащих пациентов диагностируются быстрыми методами диагностики, у нас сложилась такая ситуация, что на сегодняшний день расходные материалы для бактека заканчиваются уже в 2 областях, что приведет на сегодняшний день полностью к остановке использования данного метода в этих областях. Также у нас есть вопросы с поставками картриджей XDR для GenExpert, и доступность LPA также у нас под вопросом. Касательно использования секвенатора, у нас закуплен секвенатор, но, к сожалению, из-за сложившихся обстоятельств у нас до сих пор не проведен тренинг для персонала для использования данного секвенатора. Касательно проведения ТЛЧ, по субстанциям у нас нет доступа на сегодняшний день к субстанциям по деламониду и по бедоквилину. Теперь переходим к лечению. Касательно лечения, частично на этом вопросе у нас останавливалась Елена Михайловна, говоря об успехах лечения. Тем не менее, я хотел бы озвучить некоторые проблемы. На сегодняшний день мы очень много говорили о использовании коротких режимов лекарственно-чувствительного туберкулеза, а также о использовании режима ПИПАЛ в лечении. Не секрет, что наша страна полностью готова к применению данных режимов, применяет данные режимы длительное время, однако на сегодняшний день
У нас набрано 305 пациентов на BIPAL режиме, и, к сожалению, мы вынуждены остановиться в наборе данных режимов и перейти на 9-месячные курсы. Вследствие МКРЛ, да, вследствие недоступности притамонида в стране на сегодняшний день из-за задержки поставок. Точно так же я бы хотел отметить о режимах лечения лекарственно-чувствительного туберкулеза с использованием рифампентина. На сегодняшний день мы полностью готовы к использованию данных режимов, но только единичные случаи набраны на данном режиме пациентов, поскольку у нас также есть проблемы с доступностью рифампентина в стране и с задержкой с поставками данных препаратов в страну. У меня все, спасибо. Огромное спасибо. Уважаемые коллеги, прежде чем завершить сессию, я хотел бы еще раз напомнить, что у нас сегодня во время 6-й сессии нашего совещания мы ознакомились, что делать в случае землетрясения, в зависимости от того, где оно нас застигло. Мы услышали, какие режимы лечения и какие лекарственными средствами мы располагаем на сегодняшний день. Мы услышали о том, что страны планируют делать по диагностике и лечению на ближайшие годы. Я надеюсь, немножко потанцевали. Надеюсь, сессия была не очень скучной. У нас сейчас 13 часов 01 минута, и через 59 минут мы ждем вас всех обратно. Приятного всем аппетита. Доктор Майя, если у вас есть слово, пожалуйста. Нет, спасибо большое. Я опоздала, потому что с Натальей Николаевной обсуждали не более, но ряд вопросов. Да, ряд вопросов. И в принципе, а в целом, что я хочу сказать, что нелегкие времена у нас в регионе. И нелегкие не только по туберкулезу, а в общем, да, то, что происходит сейчас в регионе. Я очень надеюсь, что это очень быстро закончится и будет мир у нас во всех странах, потому что неважно, в одной стране или в двух, что происходит, это нехорошо, это не есть хорошо. И все это отражается, да, все, в том числе и на туберкулезную службу. С другой стороны, у нас не легкие времена в отношении того, что очень много новых рекомендаций, что есть очень хорошо, но есть очень трудно перейти на новые рекомендации сейчас, такие трудные времена. И там много вопросов и много аспектов, то, что туберкулезные программы должны consider, да, учесть и учитываться, и это только не финансирование, это все вместе взятое. Но все это мы должны вместе как-то сорганизовать, и мы сможем перейти на новые рекомендации, потому что, несмотря на то, что вот этот период будет очень трудный, я знаю, что будет очень трудно и странам, и донорам, и партнерам, всем, но с другой стороны, как только перейдем, сразу станет всем легче, потому что эти схемы лечения и эти все рекомендации, то, что у нас есть, все упирается в то, чтобы облегчить жизнь не только пациентам, но и сервис-провайдерам, да, нам. Поэтому мы все должны стараться как можно быстро все это внедрить. И хочу с моей стороны подтвердить, что мы все вместе. То есть национальные программы, партнеры, ВОЗ, Stop TB Partnership, мы вместе, и доноры с нами, USAID с нами. И мы вместе все сделаем вовремя, и все будет хорошо везде, и будет мир. Спасибо вам. Спасибо всем большое, приятного аппетита. В 14 часов всех ждем обратно. Спасибо. No, we will start in 1 minute.
Dear colleagues, it's really challenge to begin session after the lunch. But in the interest of time, we have very busy agenda. We should go ahead. So with your permission, and I am Dr. Teresa Kasayeva, Director of the WHO Global TB Program, and I'm very pleased to co-facilitate this session with my very good colleague and friend, Dr. Agnes Gebhardt. And this is session 7 with the focus on research and innovations. Actually, it's one of my favorite topics. Everything related to TB is my favorite, but we should agree all together that research and innovations are a real priority, not only pillar 3 of our global strategy for TB research and innovation, not only essential part of the regional action plan, but it should be considered as a real driver fuel of all our processes. We are in 21st centuries, and it's not a secret that we're still using frequently some outdated approaches, old techniques in the time when we have a lot of new regimens, new tools, digital technologies, and research in the broader meaning of the word, including operational research, basic research, and behavioral science should become essential part of our daily business. And we all have the role to play in this research agenda, because only through this approach we can bring innovations to our daily practice as soon as possible, and first of all, for better treatment outcomes, for the longer, healthier life of our patients. And this is exactly highlighted in the new global strategy for TB research and innovations. We will try to bring all of these key strategic documents, messages from the regional action plan, and look together how it fits in your national plans and how we should align these priorities with the national plans for progress towards ending TB. The goals remaining the same, to end TB by 2030. With this, I will stop and hand over to my colleague Agnes for further moderation of this session. Thank you very much, Teresa, for your opening of this session. The objectives of this session today are 5, is to update each other on the challenges and the rationale behind prioritizing interventions on research along the patient's pathway. And secondly, to update priority actions and the distribution of roles of research and innovation over the collaboration between countries, WHO, and their partners. And to share with the selected good practices on research in environment, the research infrastructure, and capacity building. And to overview the donor's perspective on supporting the research and innovation in the region. And last but not least, to align national strategic policies on operational planning with the Regional TB Action Plan 2030. Having said that, the expected outputs of this meeting is that you will be aware of the challenges and rationale and informed on the priority actions, that national strategic policies and operational planning are aligned with the Regional TB Action Plan, and that you will have a provisional plan on technical assistance and support on policy update and implementation regarding research. The format of this session will be the same as the earlier sessions. So we will have presentations, you will have discussions, and you will work with the alignment tool. And after that, you will have each a few minutes to present your case. In the middle of the session, we will have a break, and during the coffee break, you see that there are posters on the right-hand side. So the request will be not to stay with your coffee outside, but to come back with your coffee and
have a look at the posters, and Alexander later and Andre later in this session will explain what this is about. So, before we start the presentations, I would like to mention that currently in this region, already many regional research initiatives and research structures have been developed. And as for that, the Euro region of WHO is really ahead of the curve. So they are really ahead of other areas. Examples are the European Research Initiative, which currently focuses on TB screening programs. The European Clinical Network, which is of course supporting the implementation of the MSTR regimen and BPAL, but also the MSTR research, which we will hear about a lot. The regional researches, which are already ongoing, and also this region is collaborating on multi-country research, which goes beyond the Euro region, like the STREAM research network and the operational research on BPAL, for instance. However, the fact that there are so many things already ongoing doesn't mean that there is not more to do in the countries. So what is really important for the region to achieve its full potential towards the elimination of TB, it means that within countries, research networks for TB have to be further developed and strengthened. So this session is meant to support that. I think ahead of time, maybe we can start our first presentation. Yes, we are a little bit lagging behind, and without further delays, I would like to give floor to Dr. Andrei Dadu to set the scene with the presentation spearheading the implementation of TB REP 2030. Please, Andrei, floor is yours. Check. Yes, thank you very much indeed, Teresa and Agnes, honorable assistants and the audience. As has been mentioned earlier, the region is far ahead on the implementing the innovations. So the research as a quantity covers over 1/3 of the overall strategy, NTB strategy, as been represented in the pillar 3, the research innovations. So the quantification is quite prevalent within the policies that we have on hands. While the quantification of the research is quite varied. So it's heterogenic and is a multiple. Therefore, I cheer you all for your perseverance in implementing the innovations in the region. I will take you through a story which will have also a repetition of what has been achieved so far, but also upon the consultations with you earlier, I will list those core interventions that we've all agreed to implement in order to boost up the ending TB by 2030. And those has been endorsed within the regional plan. Next slide, doesn't work. So the research operations in the region was not made from the scratch. It was based on the global strategy for TB research, a strategy that advances the goals and targets of ending tuberculosis and aligns to the strategic development goals. Its main goal
is to provide for all of the member states a framework for interventions to remove the barriers in TB research and innovation process, and therefore to help us all in achieving the goal defined in the global NTB strategy. There are 4 main objectives of the global TB strategy listed here for your consideration. Is to create an enabling environment for TB innovations. And you will have an example today from Ukraine presenting this practice, is to increase financial investments in the research and innovations, which has been highlighted as one of the milestones of the UN high-level meeting on tuberculosis, and the next year will be a follow-up in the framework of the MAF, to ensure the equitable access and the benefits for the research, and to promote improved approaches on TB data sharing. The structure of the strategy itself has its 5 components, goes with the last 2 that are most important, the recommendations for the countries, partners, and also with the engagement of civil society. Those recommendations all apply to them as well. And as all of the other initiatives that we have online, the monitoring is a part of to remain accountable to those for whom we have to respond on, which are our patients. Next slide. The clicker doesn't work. So as mentioned earlier, the global strategy for TB research and innovation was developed to provide a framework for the interventions to remove the barriers for research and innovation. The regional office contributed to the development of the strategy itself, as well as you did. And acceleration of the research and innovation in line of the European program of the work and the previous TB action plan. To boost the progress towards the ending TB in the region, the European Research Initiative developed a research agenda with the engagement of the technical experts, civil society organizations, national and international partners. And those was to identify the research priority for TB and the co-infections. The WHO will regularly revise the research priority questions based on the dynamic operational context, new evidences, and the country needs. This will be reflected in the ERI research agenda and linked to the priority of the global strategy for TB research and innovation. As one major point, the WHO will support the member states with the addressing the issues on ethics in research to ensure that everyone, including key, vulnerable, and underserved populations, benefits from up-to-date findings coming from the scientific research. WHO will continue to support the countries with the using of the operational research as mechanisms close to the programmatic conditions, and this will boost the uptake of the latest WHO policies. Also provide information to the decision makers to enable them to improve the performance of their programs. Those, a group of the series of the regional operational research activities will be continued, and the new designated one to address current challenges will be addressed. Next slide, please. Here, as a repetition, I would like to take you through the priority actions that you all committed during the consultation. That is to update the legal mechanism, to ensure allocation of the funds, to have the research plans embedded in your strategic TB plans, establishing a research unit, use the currently collected routinely programmatic data
for amending the decisions, collaborate between the researchers for the benefits of the national TB programs, of course, offering the courses for the researchers to build their capacities, and a postgraduate educations and the international exchange. Next slide. While we commit to support you all in these ongoing streams, to initiate the new one, to advocate for the domestic and donor budget allocations, to document the practices, the best one that you brought in to share for the benefits of others, to inventor and revise the research priority questions, and to support the agenda integrations of the research in the national plans. We will also support you in promote the exchange between research professionals and maintain the network that has been already created for the collaboration between the researchers. Next one, please. You all recall that the research initiative has been embedded as a milestone in the previous action plan, and I would like to repeat once again the three main objectives is to develop priority agenda, and this has been done. You have the European research agenda with 76 research questions, which you can take, choose, and then implement. Is to improve the research capacity, and therefore we have the SORTB courses developed for you, and to advocate and mobilize evidence gap, and address the evidence gap. Next one, please. So this is the network, and we have now gears which run the overall innovative approach in the region, mainly boosted by the network, which currently consists of the 250 members across the region. We have a core group and the area experts and alumni of those researchers that build their capacity during the course. We serve as a secretariat. In addition to that, we have streams. And an example of that is the MSTR study. You see the geography and the faces of those who leads us in the research implementation. This is the overall distribution of the priorities divided in three teams: epidemiologic research, fundamental one, and you see the overall agenda is prevailed by the operational research. This is an example model of how to build up the capacity, and I'm pleased to mention that we've managed to implement so far 6 SORTB courses at the regional level, engaging the new researchers, as well as the civil society organizations, and implementing them at the country level, and you hear an example of that. Please join the ERITB. We have a virtual workspace, projects that are running, and we have mentors that would respond to your questions in order to support your research questions. So while we will be dropping into the breakout rooms, I would like you to consider those flagship streams that we have in the region so far and plan them in to your strategic plans and call the donors for the support, financial one, as well as we remain in WHO and the partners to support you with the mentorship implementing those research. The most visible one is the biggest in the world operational research on the implementation of the modified short treatment regimens for MDR cases. I'm pleased to mention that 13 countries so far managed to join, and this was a launch back in 2019 in Ukraine. There was a mechanism to support the country implementation of this research called the Virtual Medical Consilium, which currently has a wider agenda and can also address questions outside of the MSTR. The second one, which is ongoing, is the concomitant management of the MDR and HCV infection.
Currently, we have 7 countries joining in that initiative flagship, and it was started this summer. Since 2021, the BPAL, which supports the operational research projects in Lithuania, Turkmenistan, and Ukraine in collaboration with a key partner, KNCV. We are also happy to report you back that we've managed to launch another flagship related to the digital technologies, together with the headquarter and the TDR. And there's 2 arms. One is on the computerized aid diagnostics, 5 countries. There was a workshop kicked on May 2022. And in September, just recently coming from Moldova, we've managed to launch a video supportive treatment operational research with, at the moment, 3 countries. The protocols are ready. Those could be easily adapted that will support the implementation of these new innovative tools in your countries. And the last but not least, which is very close to our hearts, is the PTOR, the introduction of the rifampicin resistance preventive treatment regimens under the operational research conditions. The development of the main package is ongoing now, and we're looking to launch it next year for rolling it out across the region for those countries which will join in until 2025. And I would like to acknowledge my colleagues, among whom I'm just a reporter, while all of the content and the initiatives has been led by streams by these people. Thank them very much indeed, as well as to you all, which has got inspired by these teams and allowed the implementation of the innovation in the region. Thank you very much. Thank you very much, Andrei, for this great overview and inspiring presentation. Without further ado, I would like to introduce Olena Nesterova from Ukraine to present the first of 3 country presentations about the establishment on an environment and infrastructure for implementation of research and innovations. Be welcome, Olena. Thank you. Okay, dear colleagues, I'm very pleased to have this opportunity to present you today experience of Ukraine and describe our effort and our results on establishing an environment and infrastructure for implementation of research for the program of TB. It works, right? And I would like to start with our legislative framework. And I'm even more happy to present it now because we just recently had a new law approved in Ukraine, which is called Law on the Public Health System of Ukraine, which is our main document. And right now, while we are sitting in this room, the team is already working hard to adopt current legislation and current frameworks based on this, our basic document on the public health that now will be our guide. So this law is more important for us also because it has a specific article which states that there should be a scientific support for public health system. And here I want to say that for us in Ukraine, we use a comprehensive systematic approach, and we consider TB program as a part of a comprehensive public health program. And we, so far, we consider it as a part of this framework. And the article specifically says that should be evidence-based approach in public health, that the results of research need to be used in practice. There should be funding from government of funding allocated for priority public health research. We definitely consider also tuberculosis under that. And there should be improved facilitation of international cooperation and competitive approach for funding. And we had similar approaches also put within the national strategy to fight against tuberculosis, HIV, and other socially significant diseases. Okay, so very briefly about financial framework here, because it's very important. So we consider state funding, and that is the area that we will be more elaborating on that based on our plan for next years.
And we understand that research can be supported by both funding for scientific work and also for the public health program. And what we do to support the tuberculosis program as a research might be both. It could be science done by specific scientific institutions, or it could also be implemented as a part of activities under practical public health tuberculosis program. And for financing for scientific work, we already have several initiatives and mechanisms developed in Ukraine in recent years. For example, we do have National Research Foundation that work with competitions and give grants to different research facilities, and also another program, grant program that is called BioCluster on biosafety and biotechnology that specifically allocate governmental funds for research innovation and development of different testing systems or vaccines or so on. And sure, we also have a big area of donor grant funded programs, and we should mention here Global Fund program, which support the majority of our operational and other research, also small research grants and our other international programs. And also for infrastructure, here we definitely have our scientific infrastructure that goes under Ministry of Education and Science and National Academy of Medical Science and specific institutions there, which is Yanovsky Institute and other research facilities that do research. But we also have the system of the Ministry of Health, which includes Public Health Center of the Ministry of Health, which is institution that coordinates all public health activities. And based on our new law and new approaches, it also should help the Ministry of Health to coordinate all scientific work and guide it to ensure that scientific work is also supporting the priorities of public health system. And we are also having here definitely the health system and system of public health institutions, which is very important for implementing research, specifically operational research. Because, for example, for our operational research on short regime, and they're all almost done all on regional levels in the healthcare system and is coordinated with the Public Health Center, and at the same time, the Yanovsky Research Institute is also involved. For other studies, we work very closely with non-governmental sector, and specifically for sociological studies, we do use a network of research companies who help us assess barriers or work with knowledge attitude practice service and so on. And within the Public Health Center, for those purposes, we do have a specific research unit which coordinate applied research that support public health programs. And they are mostly focused on HIV, tuberculosis, and other social significant diseases, but also on other public health priorities. And we do coordinate with a network of partners, specifically biobehavioral studies in key populations, sociological research applying sociological methods. It's more like barrier assessment, quality, service quality assessments, and so on. But also there is now several operational implementation research which are specifically on tuberculosis and most interesting for us today. As I mentioned, we do have specific department which works closely with other departments, in this case with our department on tuberculosis and within the National Tuberculosis Program, and also with a network of partners. We do pay attention to capacity building, to training on research for both research unit and specific units like TB unit. And also we do have institutional review board, and I will spend some time to tell you about it more later on later slides. And you already have heard already about some of our research specifically in tuberculosis. Those are our studies done in several last years, and those are different types of studies. It's an assessment, for example, for fiscal, administrative, and political impact on the reform, on the access to TB programs, and awareness studies, studies of various and different levels. This number of operational research, if you just heard from Andrei, that Ukraine joined to several of them, and also stigma study in Ukraine. So this is our portfolio on research, and those researchers are all coordinated by the Public Health Center together with a network of partners. To improve coordination, we pay attention on data sharing policy, and we are here demonstrating one of the pages of our website.
There is a specific page for tuberculosis, but we are also having a specific page for research. We worked a lot to have it well structures and also develop a repository and specific data sharing policy to ensure that our results are available to partners, and that also opens the door for us to invite partners to share their results and maybe even publish on each other's websites our results. So we do facilitate this data sharing, coordination of research, and we are planning to work more in this direction. And a couple of words about Institutional Review Board. It exists within the Public Health Center, and it's made as all institutional review board to protect people's right as a human subject research. And since the creation of the Institutional Review Board, it was in 2019, there were already 80 studies considered by the review by the board, and 12 of them were on tuberculosis. So you can see the share of tuberculosis study in all our work. And here I want to mention that actually this board do not consider clinical studies, just because we do focus on public health studies. And for studies with clinical component, we refer to our partner, Yanovsky Research Institute. So we do have a national network that support the tuberculosis research in the country, and we divide this workload of working on institutional review boards. And talking about future directions, so maybe the first will be to focus on review and legislation framework and incorporate all the changes needed now in country based on the new law implemented. And we're already very actively working on that. And this will, a part of this will be developing or improving funding mechanisms, coordination of funding through different sources, and fundraising and bringing different funds to the tuberculosis program, because tuberculosis will be one of our research priority for public health. Here's also improvement of coordination at the national level, including this coordination with non-governmental sector and scientific institutions, improving leadership of the public health center, and also developing capacities on the regional level and sharing our experience from national level to the regional level within the country. And I'm very much thankful for your attention. And if you have more questions, we will be happy to discuss it in working format. Thank you. Thank you very much, Olena, for excellent comprehensive presentation. And I would like to use this opportunity also to thank all colleagues from Ukraine for your really outstanding work, for really pathfinding in many activities, research activities, even in these extreme circumstances. Thank you very much. Thank you. And additional thanks for excellent time management. Now we are moving to another speaker, Dr. Zaza Avaliani from Georgia, with sharing another country experience. Please. Dear Teresa, dear Agnes, dear participants, it's great honor for me and a great privilege to tell you a short story about our research unit. So I think that it's a very good example how to implement recommendations in practice. In 2014, WHO National Tuberculosis Program Review recommendation was followed with establishment of Tuberculosis Research Unit at the National Center for TB and Lung Diseases. Here is the recommendations, what was then implemented in practice. So about important structural and legal framework for TB research in Georgia. Of course, the Ministry of Health and Regulation Agency for Medical and Pharmaceutical Activities is the major priorities and major actors in this field. Review, approval, registration, and oversight of human subject research, pharmaceutical clinical trials in TB drug development pipeline.
What about the ethics? Through National Ethics Council and or Independent Ethics Committee of GSC, National Center for TB and Lung Diseases. Initial application review and continuous oversight on compliance with national and international standards in bioethics. Ministry of Health, there was established the TB Research Council led by the Deputy Minister of Health, and the mission and function of this council was coordination and oversight of TB research projects at our center or elsewhere. You see the same what we have on the door of our research department. It was named after our well-known researcher. Unfortunately, she missed us, Professor Lamara Bashakidze. So the tracking research grant applications, writing, applying and receiving research grants. Very shortly, briefly, the main mission of this unit. There are two points, the pre-award management, communication with donors, grant agreements, all legal and ethics clearances, staff selection and contacting, job descriptions, trainings, site initiation. And post-award management, oversight of ongoing research projects, supply chain, financial management per sponsor requirements, scientific and technical reporting, receiving and managing project-specific monitors and audits, information dissemination, project closeouts. And what's about our unit's structure and staff? 14 full-time staff, including the head of the unit, 3 administrative staff, 8 highly qualified researchers, PhDs, PhD candidates. By the way, at the existing period, we have 7 PhD candidates. Among them, 4 are international PhD candidates. 85 subcontracts and over 100 incentive and incentive-based contracts. And all our unit full-time staff are project-based, no appointed jobs by our center. What's about funding? The main, of course, the main issue in this case. All current research activities funded through international organizations, foundations, research institutions. Unfortunately, no national funding. Substantial increase in total number of funded projects and research funds in past 10 years, we can see on these diagrams. Key mechanisms to sustain research unit through project, direct and indirect costs. Different indirect rates provided by different organizations and funding agencies. For example, Horizon 2020, 25%, National Institute of Health, 8%, and FIND, 15%. What about the direct benefits? Research infrastructure development is main priority, and we have just now trying to develop our molecular research lab. Sequencing treat project, validation of target nuclear genomic sequencing solutions in comparison to reference standards. Human capacity building on TNGS solutions, and 2 sequencing platforms gifted to National Referral Laboratory at our center. You can see our lab, molecular lab. And different funding opportunities used to build the TB pharmacology lab. We have the liquid chromatography and mass spectrometry, and we'll try to use it for further trials and research. 2 chemists and 1 clinical pharmacologist hired under research unit. 5% initiative project supported capacity building, training at Agilent, Germany, training at Florida University, TB Pharmacology Lab. And what's about the external quality assurance certification is ongoing. It's the map of our activities, centers of attraction. Here, it was created in collaboration with our very powerful strategic partner, Emory University Public Health School.
and extended tuberculosis research networks. Here is the list of our collaborators. Of course, the national collaborators, and first of all, the National Center for Disease Control and Public Health and Lugar Center. Also, the institution Infectious Diseases, AIDS and Clinical Immunology Research Center, Tbilisi, Georgia. And as I mentioned earlier, our very important strategic partners from Emory, also Swiss Tropical and Public Health Institute from Basel. It's very good, our collaborator and partner. Also Centers for Disease Control and Prevention, CDC, Atlanta, from United States, and the Global Alliance for TB, Drug Development TB Alliance Institute, German Trias from Spain, Catalonia, Barcelona, Royal Tropical Institute of Amsterdam, Foundation for Innovative Diagnostics, Geneva, Switzerland, Foundation of Meru, and so on and so on. We are very proud of it. It's the result of our research, the significant indicator, which shows importance of this work. And it's last period's our publications. Publication metrics is the main evaluation instrument, of course, of research, and 133, but more maybe for the last period, because during the last 2 weeks, our publications appeared in Lancet, in New England Journal of Medicine, and Infectious Diseases Journal. So it's very good success, of course. Of course, it was done with support of our great partners. And these publications appeared in different high-quality journals, among them 40 scientific journals with median and high impact factor, and 2,100 citations. And one very important approach, civil society involvement is very important in this process, and in the frame of clinical trials, Civil Society Advisory Board, so-called CAD, was established in March 2017, and it's not formal organizations, it's really acts, and it has great interest and high-level commitment of our partners from civil societies, from our patients coalition. It's very important to distribute this knowledge, distribute this main trends among the patients. It's very important for further development of research projects. It was my last slide, and let me cite Blaise Pascal, who sent a letter to his friend. I have only made this letter, speech in my case, longer because I have not had the time to make it shorter. Thank you so much for your kind attention. Thank you. Thank you very, very much, Dr. Avelian from Georgia, for your inspiring example of how you have built and established research units with really impact of in evidence generation for the world. Very important. Thank you very much. We'd like to continue inviting to the stage Sunatilla Abu Kazimov from Uzbekistan to explain us, to give an example of the programmatically collected data for building research capacity. Thank you. You're welcome. Здравствуйте, уважаемые коллеги. Меня зовут Хасан Сафаев. Я представляю национальную противотуберкулезную программу Республики Узбекистан. И сегодня хочу вам представить пример использования данных, собранных в рамках программ для укрепления исследовательского потенциала Республики Узбекистан. И в первую очередь хотел бы рассказать о проекте SORT-TB, который был организован под руководством Европейской исследовательской инициативы по туберкулезу и в тесном сотрудничестве с Министерством здравоохранения, Евробюро ВОЗ и страновым офисом ВОЗ в Узбекистане. Был проведен учебный курс в области структурированных операционных исследований по туберкулезу.
Данный учебный курс проводился в 2019 и 2020 годах у нас в республике, и для отбора были привлечены 23 специалиста, от которых были отобраны 13 кандидатов для участия в данном учебном курсе. И все эти кандидаты были молодые ученые и по разным сферам фтизиатрические службы, например, специалисты по лаборатории, были специалисты по детскому туберкулезу, практики, специалисты по лекарственно устойчивой туберкулезу, а также управленцы. Первые два модуля стартовали в сентябре 2019 года, в рамках которых были разработаны протоколы с применением этических норм, были проанализированы данные, собранными молодыми учеными. Третий модуль из-за пандемии COVID был отложен на 14 месяцев, но несмотря на это, нам удалось закончить этот данный учебный курс. И на этом слайде вы видите, что для каждого молодого ученого были представлены два ментора, и которые уделяли внимание на каждый вопрос, возникающий у нас, и помогли нам в написании хорошей научной статьи. И результатом, достижением данного учебного курса было, что у нас было опубликовано 12 рукописей и одна редакционная статья, которая была опубликована в журнале Международный журнал экологических исследований и общественного здравоохранения. На данном слайде можно увидеть, что были выбраны разные направления, начиная от лекарственно устойчивого туберкулеза, были затронуты вопросы и лабораторной диагностики туберкулеза, а также нежелательных явлений лекарственных средств. Кроме того, были статьи по факторам риска у больных, живущих с ВИЧ, и детского туберкулеза. И благодаря данному учебному курсу я могу сказать, что из 13 кандидатов, участвующих, один участник уже защитил и получил степень PhD, и 6 человек сейчас уже поступили в докторантуру и продолжают свою научную деятельность по данному направлению, в связи с чем у меня большая благодарность нашим менторам, которые присутствуют сегодня с нами. Кроме того, благодарность Евровозу, и отдельное спасибо хочу выделить страновому офису ВОЗ в лице Джамшита Гадоева, который нашел эту возможность, нашел средства, чтобы провести данный учебный курс. И хотелось бы еще отметить, что продолжением, именно вот результатом данного учебного курса выявилось то, что мы начали внедрять рекомендованные ВОЗом схемы в рамках операционного исследования. Как вам известно, с 2019 года начато внедрение операционного исследования МСТР, которое мы начали в ноябре 2020 года. Предыдущие коллеги отметили, что в Украине было начато в 2019 году, а мы начали в ноябре 2020 года. И уже на текущее время у нас охвачено 12 областей из 14 областей, и более 300 больных набраны на данную когорту лечения. И мы продолжаем внедрять данные схему лечения в рамках операционного исследования. Кроме того, мы совместно с KNCV и TB Альянсом в январе 2022 года начали пилотировать режим BIPAL для рифампицин-резистентных вторхинолон-устойчивых. Если МСТР мы используем для рифампицин устойчивых вторхинолон чувствительных, а BIPAL используем для вторхинолон устойчивых больных. И на данном слайде я еще хотел бы добавить, что у нас в июле 2022 года мы начали очередное операционное исследование по внедрению BIPAL-M режима для больных с рифампицин-резистентным туберкулезом. И хотелось бы отметить, что в настоящее время в нашей стране внедряются все ВОЗом рекомендованные схемы, и мы ждем последнее обновление
руководства ВОЗ, чтобы обновить наш текущий протокол, и который планируем обновить в январе 2023 года. И хотелось бы еще добавить пару слов о видеосопровождаемом лечении туберкулеза, который был начат в 2019 году в пилотном области Наваийской области, и далее в 2020 году распространены в республике Каракалпакстан и Ташкент. И уже в 2021 году с помощью проекта «Этика USAID» мы дополнительно добавили 3 области, а с 2022 года из средств гранта Глобального фонда охвачены все остальные области, и на текущее время у нас вся страна охвачена данным видом лечения, уже более 500 пациентов подключены. И особое внимание хотелось бы обратить, что на базе приложения Молдова I Like VST неправительственной организации Intellish был разработан веб-платформа I Like VST Узбекистан, которая в настоящее время позволяет нашим больным вести свое лечение с помощью новой веб-платформы. И дальнейшие наши шаги – это мы продолжим внедрять МСТР согласно рекомендациям ВОЗ в рамках операционного исследования и хотим начать уже программно внедрять BIPAL-М и BIPAL режимы уже с начала 2023 года. Благодарю за внимание. Спасибо. Спасибо большое, доктор Абдул Касимов, за такую важную информацию, работу большую, которую вы делаете. Мы с вами вместе, уважаемые коллеги, увидели 3 замечательные презентации, которые показывают разные аспекты работы по научным исследованиям. И очень ясно нам говорят, когда есть мотивированность и большое желание со стороны национальных программ, поддержка со стороны министерства и официальных структур и отличное партнерство, построение сетей с другими экторами, тогда есть и движение вперед. Спасибо, надеемся на продолжение. And now I would like, with pleasure, to give floor to our colleagues from European Regional Office, Alexander Korotic and Miroslava Germanovich, for the presentation, the Regional Operational Research Initiative on Introduction of Modified Shorter Treatment Regimens, MID Project Evaluation and Reporting on Results. Thank you, Dr. Kasayeva, Dr. Gebhardt, dear colleagues, good afternoon. It's a pleasure to present today preliminary results of this important work which is done in our country and of which practically everybody in this room is a part of in one way or another. I will co-share my presentation today with Miroslava Germanovich, who will update you on the results of a midterm evaluation which we did for the project, and she will tell us about the impact which this initiative had on programmatic practice in countries. So just to remind you that this initiative started exactly 3 years ago in Kyiv, where we all gathered to review the package of operational research documents which our task force at the regional office prepared, and we all together discussed this operational research package, which included operational research protocol, which was prepared based on WHO recommendations, which allowed to introduce modifications to the standard short treatment regimen under operational research conditions. It also included a system to monitor adverse events, which is based on WHO recommendations for monitoring adverse events. And also it included, of course, the forms, data collection forms, and EpiInfo database to collect data in harmonized manner across country, so this data can be further submitted for review of WHO Consolidated Guidelines Development Group. Goals of this initiative were to facilitate introduction of modified shorter treatment regimens under operational research conditions in countries, while strengthening countries' capacity in clinical management of patients with MDR-TB, and also strengthening research capacity. And the final goal is to gather this data, analyze, and provide to WHO Consolidated Guidelines Development Group for review. Since then, since 2019, 13 countries have joined our regional initiative and approved national protocols based on the regional package and enrolled
more than 2,800 patients into the regional cohort. But this has not ended just with that, because most of the countries, 12 out of 13, established national cohorts and continued enrolling patients on MSTR after the close of enrollment into the regional cohort. And by June 2022, there was already 1,500 patients treated with MSTRs within the national cohorts, and enrollment still continues. Now, when we know that there is a new recommendation on introduction of BPLM programmatically, we advised countries to consider continuing enrolling patients into MSTR while they are preparing programmatic implementation of BPLM, and many countries consider of doing so. Just to remind you that the main objectives of the operational research were to study effectiveness and safety of modified shorter treatment regimens, but also to monitor the percentage of patients with recurrence after 12 months of successful treatment. And then also you can see that we used intermediate package for safety monitoring. So this intermediate package includes monitoring and reporting of all serious adverse events and also of adverse events of special interest. You can see 7 of them listed on the screen. We use 2 regimens, main regimens for adult patients. Those are regimens which are based on WHO priority grouping of drugs. The regimen with delamanid, which is more expensive, was used for patients with suspected intolerance to cycloserine or suspected resistance to cycloserine. Also, there was third regimen without bedaquiline, since at that time when we prepared this protocol, bedaquiline was not recommended for children under 6 years of age. And now we are moving forward to looking at some of the results, preliminary results, because at the time when we did this analysis, it was August 2022, there was just around 2,000 outcomes registered in the database, because some of the patients were still on treatment and we were waiting for the finalization. But we can already see some preliminary results, which we probably will not change that much. So the treatment success rate, which includes a combination of 2 outcomes, cured and treatment completed. So the overall treatment success in this cohort was 86.2%. And if also there was 5% of loss to follow-ups, 5% of deaths, and 3% of patients failed treatment. Then we compared this also with programmatic outcomes of 2018 MDR cohort, and you can see that it's about 20% improvement. From this cohort, we deducted patients with XDR, but there might be some patients with fluoroquinolone resistance. So as we can see, for now, there is 20% improvement in treatment outcomes. Now we are moving forward to analyzing safety. And when we are looking at safety, we decided to focus on serious adverse events only. So we don't describe adverse events of special interest here. Just to remind you as well that serious adverse events are those that resulted in death, or that were life-threatening, or that ended up in hospitalization of patients, or extension of their hospitalization, or ended up in disability, or were otherwise medically important. So overall, we registered 495 serious adverse events, of them 489 during treatment. And you can see on the slide that most of serious adverse events, they occurred early in the treatment. Also, when we analyzing what were the seriousness criteria, so 1 out of 5 serious adverse events, they were related to death, right? And then also 15% were life-threatening, but majority of adverse events, they were related to extension or hospitalization. And also it's interesting because in some countries, management of adverse events, maybe even of lower grade, like grade 1, grade 2, required hospitalization because auxiliary drugs, they were not available at outpatient level. That's why some of the grade 1 and grade 2 serious adverse events were registered as serious. Moving forward, we can have a look
at the proportion of patients who had serious adverse events. In our study, it was 13.5%. And then we can also look what were the most common serious adverse events. So it's peripheral neuropathy, 10%, myelosuppression, 20%, QT interval extension, 11%, and hepatitis, 4.6%. The other were like seizures, diarrhea, COVID-19, and they constitute about 50% of all serious adverse events. What is interesting also that those adverse events that I just listed, like neuropathy, myelosuppression, QT interval, and etc., they were monitored in our study as adverse events of special interest. So the special attention was given to their registration. So overall, as I mentioned, 13.5% experienced serious adverse events, and most of them, so mostly one patient experienced one serious adverse event, but there were some patients with two and other multiply serious adverse events. You can see them on the slide. Now, how did they were managed? So mostly 58% of all serious adverse events needed temporary or permanent cessation of one or more study drugs or the whole regimen. Majority of serious adverse events were successfully treated, managed, or their severity grade was reduced. You can see this on the slide. And so quarter of all serious adverse events ended up in death, unfortunately. And now you are wondering probably, how does it compare with other programmatic treatment? So we looked in the PubMed and found two publications. It's actually really hard to compare because, you know, routine reporting of serious adverse events, it's a bit different from what we have in the study. However, there are two countries with quite well-established programmatic monitoring of serious adverse events, and we found these studies from Belarus and Georgia. So we looked at the rate of person months. In our study, it was 2.75 events per person month. In Belarusian study that was conducted on the cohort of 2015-2016, those are patients who were treated with bedaquiline programmatically, and as you can see, their rate was much higher. Then we also looked at study from the Georgia, and you can see that actually in their cohorts, though it was cohorts that had injectables in the regimens, the rate was lower. But then we need to pay attention that those were longer regimens. So patients were in the study for a longer period of time, 24 months, while in our study for 9 months. But then if we look at the percentage of patients who had at least one serious adverse events, this is comparable. But then we looked at the Georgian cohort, and then we've seen that Georgian MSTR cohort, only 1% of patients experienced any serious adverse events. So you can see the comparison on the Georgian example, and we can see that the safety of these regimens is relatively compatible with programmatic treatment. So, so then we move forward with our initiative. We did this preliminary analysis, but then we know that we need to collect 12 months outcomes. So we all need to work together in this regard. That's why we will continue in 2023 with our support to countries. So our quarterly monitoring and support missions will continue online and on-site, hopefully. And we will help countries to collect outcomes for the patient follow-up in the regional cohort, but also we will support national cohorts. And then we will prepare and launch two platforms. Platform for VMC, where we will share all the webinars that were conducted and some other documents prepared by VMC. And we will also launch the platform where you can monitor and analyze quickly your MSTR cohorts. Then we will also provide trainings on data analysis and on use of data in programmatic practice, of research data in programmatic practice, and we will continue conducting our VMC webinars, and VMC will also continue to provide expert advice, which you find pretty instrumental, as we can see. And then also for the regional cohort, we will be collecting, cleaning, analyzing data and finalizing the report of the initiative, and we will also
plan to publish results of this study of this regional cohort, which one of the biggest MDR-TB cohort observed prospectively in the world in peer-reviewed journal. And finally, we will submit the data to the WHO Consolidated Guidelines Development Group. I summarized briefly the results, preliminary results in my presentation, but in August 2022, we had annual meeting of MSTR study teams, and we prepared report of that meeting. So if you want some more insights, you can use this link, you can use this barcode to access this document in English and Russian language. And finally, in October 2022, we conducted training for data managers from countries on data analysis, basic data analysis, and this resulted in 12 posters from 11 countries, which analyzed their country data from the regional cohort. And during break, we will have the poster session. So we invite you to take some coffee and then browse through the posters. And after that, we will also hand over the certificates for the participants who prepared the posters. Thank you so much for your attention. Miroslava. So in the course of MSTR operational research, being in the process, the mid-project evaluation also took place. With the, excuse me, can I ask to have English slides on the Pupitre? Oh, thank you, great. So the goals of this midterm evaluation were to describe bottlenecks and enablers during implementation of the operational research, and to assess impact of the initiative on programmatic practice in the countries. 60 interviews were conducted with the stakeholders in 13 countries, so all the countries implementing the research. And the interviews were conducted on 3 levels. The regional level, which is the WHO regional office, the country level, national study teams, WHO country office, national partners, and international organizations, and of course with the service providers, with the doctors and nurses providing this treatment. The data we received is very rich. We can make a separate report and a separate presentation about each country, but today we're not going to do that. We are going to have a helicopter view and see the factors that are kind of on a macro level that are similar for same or majority or all countries. So let's talk about facilitators. And the first important facilitator was the mentorship, the whole ecosystem of mentorship established within this research. And by that, I mean the developed protocol of the operational research by WHO regional office and experts, which were basically ready to go after some fine-tuning with the local context, and countries could use it. The MSTR task force was established, and experts were supporting countries performing quarterly monitoring visits and being being available for ad hoc requests. And of course, the mentorship of the virtual medical consortium. The second pillar of facilitation was the NGOs, partners, and donors support. They provided logistics and funding for missing tests and procedures, and they also funded the research component, which is paying medical personnel for performing research activities that are, of course, not a part of their daily routine duty. And the last important pillar was the desire and willingness to take on the innovations. And by that, we mean not only kind of new procedures, new tests, but also
taking on digital innovations, so providing patients with smartphones for VST, training medical workers to work with data collection software, and scaling out VST. So challenges, of course, are also there. And the first set of challenges is related to legislation and strategic documents. At the legislative level, most countries do not differentiate between clinical trial and implementational or operational research. It has various implications, but one of the most consistent across many, many countries is the fact that due to this lack of separation, patients in the penitentiary system don't have access to the short treatment regimens, and the civil population does. In terms of funding, the vast majority of research budgets were covered by donor funding. State budgets cover only part of research activities, and those parts are not enough to enable sustainability of the research. And the last major challenge is, of course, research implementation itself. For countries who've done it for the first time, they experienced problems with resource planning at the national level. We've also detected low motivation or unwillingness of some clinicians on some sites and in some countries to go on with the research, to perform all the necessary tests. All countries reported on the difficulties with keeping patients on the follow-up after the completion of treatment, and some deviations from treatment monitoring schedule due to the lack of budget or infrastructure were detected. So in terms of the impact of programmatic practices, clinicians acquired advanced skills in baseline evaluation, detection, management, and reporting of adverse events. Evaluation and monitoring of peripheral neuropathy, color perception, and visual acuity was introduced into some national treatment standards and was performed not only for the patients within the research, but for all MDR-TB patients. National MDR-TB treatment standards were updated, and programmatic treatment monitoring schedule was harmonized in line with the schedule used in the operational research. In some countries, systematic freezing of culture taken at the beginning of treatment was institutionalized in the national protocols. Of course, we detected all kinds of technical upgrades, procurement of tuning forks, visual acuity and color perception tables, analyzers, reagents, and etc. The research brought forward the understanding of the need to optimize turnaround time of DSTs and results of treatment response monitoring. And through gaining this research experience, gave life to establishing national MSTR cohorts, the BPAL cohort, and research of concomitant treatment of MDR-TB and hepatitis C. So what can we withdraw from that, right? What can we recommend? So in terms of legislation and strategic documents, it can be recommended to develop national TB research strategies and to identify priority research topics on the country levels, to harmonize the distinction between operational or implementational research and clinical trials in the national legislation,
to develop documents enabling equal access to treatment within operational researches for patients in the penitentiary system, and to update national MDR-TB treatment protocols in the context of harmonizing programmatic treatment monitoring schedule with the schedules used within operational research projects. And here you can see how the information mind actually corresponds with the points outlined by the action plan. So the second set of recommendations is about funding. Countries are encouraged to develop national TB research plans with the research resource estimation in order to advocate access to domestic funding to support the implementation of research. NTPs are advised to review funds that are saved on procurement and delivery of short treatment regimens, and if that is done, if that is so, redirect them to components that require increased funding. It's recommended to explore way to reduce the cost of conducting research through the introduction of solutions that help reduce costs of data collection. And I want to say that that was already done by introducing the new data collection tool to the BPAL research, to the research of concomitant treatment of HCV and TB, and to the national MSTR cohorts. And the last but not least, to consider possibility of using programmatically collected data for implementational research. And again, you can see that our findings are quite consistent with what is advised by the regional action plan. So in terms of research implementation, it is recommended to establish research units within the structure of the NTPs to coordinate and monitor implementation of national research plans. For WHO and partners, it is recommended to consider conducting trainings for NTP staff, principal investigators, and interested stakeholders on the use of research data for their decision-making and for how to make it practical. And for WHO, it is recommended to consider development of a learning platform that would contain lectures, exercises, and tests covering the protocols and materials, the instruments of the research, covering the topic of good clinical practice, the ethical considerations, and with the possibility to retrain personnel if that is needed. And again, well, this information is very much in line with what was the information we received from the stakeholders in the countries. And that is the end of my presentation. Thank you very much for your attention, and we thank to all patients, doctors, nurses, national teams, study partners, and donors for making this happen and helping in the implementation of the operational research. Thank you very much. Thank you very, very much for this great presentation. The presentation you jointly performed on the results of the midterm evaluation of the MSTR work you have been doing. I think this is a big congratulations to all of you who have been participating in implementing this study. And I think there's one thing, the first thing to say about it is that implementing this operational research approach to the implementation of treatment for people with drug-resistant TB is that you have improved the chances for cure
for anyone with drug-resistant TB by strengthening your systems. And I think that is the most valuable thing about this. I really hope that you will be able to utilize this network and strengthen this approach for the implementation of any new regimen, any new step that will happen in your country. Congratulations. We now have the last session before the break, and that is a session on the donor perspective, on supporting the introduction and implementation of research and innovation. And this is a presentation which will be given by two people, by Jamie Tonsing from the Global Fund and Sevim Ahmedov from USAID. Jamie, I think you're first, isn't it? Yeah. Thank you, Agnes. And I think like you, I was very impressed to listen to this presentation. For me, the modified short-term regimen was a project that not only proved that there's a regimen that's better than the standard, but it has built systems. It has really built system. It has created a new way for countries in the region to work together, which will benefit, I think, the overall national TB program. And I hope we can use this existing structure to do much more research of this kind, common topics that are of interest across the country that benefits not only the countries in the region, but also globally. You're now going to submit the data for the WHO Global Guideline Group, and that will inform policies beyond the region. So congratulations on that. So I've been asked to share some thoughts on research and innovation from the Global Fund perspective. I would like to start by saying that research is not a core mandate of the Global Fund, but it is true that we have prioritized operational research. And traditionally, we've been saying that up to 10% of your grant allocation should be used towards M&E and research. So I think there's a clear direction on the fact that we appreciate, and we were also very happy to be part of this MSTR project that's going on in this part of the region. Secondly, I would like to say that, remind that why I'm saying that it's not a core model is because Global Fund, as you know, works as a partnership model. And there are other donors too that are good to step in this area. For example, the UK's department, DFID, USAID, I think on day one, we heard from Sevim that they launch operational research projects. And then there are many other, like the sorted courses sorted projects that we heard from a country in the region. There are similar initiatives that are very valuable. So we want to contribute to it, but we're not necessarily people who lead that. Yeah. And in terms of what is within scope from the Global Fund, a very good example is, again, what we heard now, the modified short-term regimen. That was something Global Fund supported through outside of what we call, not the grant country allocation, but through the strategic initiative for WHO Euro to help coordinate and lead and build capacity on that. But the funding model that was used for this was really, main chunk of the grant was coming from countries that included the operational costs for that studies to be built in the country allocation. So I hope we can do much more. But I think this is a very interesting funding model to be for how we can collect funding together to work and provide evidence on common operational research priority areas. So we would really like to use similar mechanism for other research priorities as they come up. And then a negative point on this, what I would say is, I think in the TB community, you hear many times people saying, when WHO comes with a recommendation, we want to build in-country evidence, we want to pilot first, and then we want to scale up. What we at the Global Fund, what we strongly encourage is, for example, we now have BPAL-M, so not really to do another long pilot to generate local evidence, but to really go scale it up.
as quickly as we can, since we really don't have time to do much now. Okay, in terms of innovations, the new product innovation is an important priority area for the Global Fund. It has always been so, but I think much more so with the new Global Fund strategy. And example could be like, I can think about the drug, when WHO recommended the shorter oral DRTB regimen in 2019, what Global Fund proactively, because by virtue of our status as an observer in the WHO GDG group, we knew this was coming. And this is, of course, a conversation I've heard from my colleagues, that they went and to proactively identify countries who could quickly transition from the injectables and longer regimen to shorter regimens. And because these were not in the original Global Fund proposals that were approved by TRP, Technical Review Panel, a special waiver was taken, savings were identified, portfolio optimizations were identified, and 55 million was actually mobilized within the Global Fund funding mechanism to help countries to really switch from the longer to the shorter injection-free regimen. So I want to say that that is the kind of approach at the Global Fund we can take. And we know WHO has been very good at coming up with quick recommendations, rapid communications. We have to be able to step up to say that those things are being implemented in the country to directly benefit the patients that we serve. And so we are doing our bit on what we can, and that is the example that I was sharing with you. But I think more proactively in the TB information note I presented on day one, there is a table there across the TB care cascade from screening, diagnosis, treatment, prevention. What are the new products that are available that you should include in your funding request for the next grant cycle that's coming up? Also, interestingly, we have in that same table what we anticipate coming up during the next grant cycle. So this could be, for example, newer generations of rapid molecular tests. It could be new sampling technique. For example, Safid presented something on capillary blood tests. There could be tongue swabs. So what I'm saying that as this technology become available, Global Fund will be very happy to be flexible, to find additional resources, even out of cycle, to help you switch to that. And we are committed to that, and we have written that down in our TB information note. So I think to end with, I would say, please include recent innovations and tools, but also let's remember that we have to consider value for money. As I was listening to a GDF presentation on the 4-month rifampicin-based DSTB regimen, I was wondering what that would be in terms of cost implications. Of course, 4 months is better than 6 months, but there's a high pill burden. There's a cost issue. It costs 3 or 4 times more. So if we are then going to say we want to switch all our patients to that, I think we'll have to justify very well in the funding request why we are doing so in the context of value for money. So let me end there. Thank you very much. Thank you very much, Jamie. I hear in your words an encouragement to include operational research into Global Fund applications, especially around the introduction of new drugs and new technologies, new regimens. Thank you very much for that. We have for USAID, we have Erika Vitek. Please be welcome. Thank you. Thank you for letting me present the perspective from USAID this side. USAID is committed to supporting research and scaling up innovation as it demonstrated by the inclusion of the innovate element in our new USAID TB global strategy. This year, we also awarded the research project with names supporting, mobilizing, accelerating research for TB elimination, or short to SMART for TB. This is 5 years old project, and it aims to design and implement research studies with local partners that will identify effective person-centered methods for finding, treating, and preventing TB. It also aims to strengthen local capacity to conduct high-quality research and to engage communities to build demand for new intervention, to drive policy change,
and improve implementation of new and existing interventions to reach the MTB milestones. And we're looking forward for its implementation and advancing the TB research agenda globally and in this region. In addition, we are very proud of our support and collaboration with WHO ERA on establishing and strengthening the ERI, which was mentioned earlier today, or the European Research Initiative through our region platform. Its success shows how small catalytic funds can really foster a strong collaboration and efforts among the partners at global and at the national levels. USAID is also a long supporter for the WHO TDR and in its various activities. And one of these activities included the operational research projects in the region. These research projects, one of the examples of such a research project was the very successful training of young professional epidemiologists in developing research projects and developed publications. At the end, I would like to say that we look forward to continue to work with the WHO and the other partners to further foster TB research agenda globally and in this region. Thank you. Thank you very much, the partners, Global Fund, USAID, for excellent interventions. So we are running a little bit out of time, and according to our agenda, we will have now a coffee break combined with the poster session. Probably we will give you a bit more time because we are running around 5-6 minutes behind the schedule. Please enjoy this poster session together with coffee, and we will be then back at 4 or with according to our agenda to continue. Thank you. У нас сейчас около 170, я думаю. О, по стране? О, Да, отлично. да, мы А вы когда увеличили. заканчиваете набор, у вас как набор сформирован? Тебе нужно было регистрироваться? Нет, по-моему, продлили, да, поэтому Хорошо. немножко поздно, вот все время наши кураторы. У нас даже там Кто следующий? Потому что successful treatment надо собирать. Все равно, конечно, это входящий в эту сторону я смотрела. Конечно, это не Нужно говорить, что у вас есть opportunities. You have opportunities to Есть, да, потому что Алена Михайловна не говорила, Алена Михайловна и не новая. Еще нет.
все само же самое, что и гражданство. Да. Ну, вы включаете камеру? Просто мы их отдельно не анализируем. Да. Так что у нас 3 страны как минимум. А. Еще одна. Я сейчас Да, ну как бы очень хорошая история. очень вдохновилась Молдова вашим примером, и они вот сейчас у них 2-я национальная когорта. Да, и теперь уже они делают пенитенциарную систему. Так что Для того, чтобы брать лучшие примеры, да, Да. все вместе для того, чтобы у вас вот loss to follow up, я смотрю, довольно большой, конечно. Вот за этим мы и приедем вам. Loss to follow-up у нас большой, конечно, 15%. И да, основная причина loss to follow-up это из операционного исследования. Они потом далече, да. Потому что пациенты не всегда соблюдают и чтобы мы провели все исследования, которые нужны. Show you your results. Покажите ваши результаты, пожалуйста. Мы сейчас находимся на постере Белоруссии. Страна, которая, в принципе, начинала все это дело. Очень хороший результат, Да. обнадеживающий, 90,7% успешного лечения. По режиму СМСТР 90,7%. Замечательно. Представьтесь, пожалуйста. Меня зовут Наталья Сергеевич. Я проводила эти исследования под руководством Елены Сергеевны. Мы включили исследования всего 550 пациентов, а скринировано было 1530 пациентов. Замечательно. Зарегистрирован мультирезистентный туберкулез с 2019 по 2021 год. Окей. То есть это когорта, большая когорта пациентов. Это самая, так сказать, длинная в течение времени, самая, будем говорить, старая, да, когорта. Это самая полная такая. Замечательно. Спасибо большое. Спасибо. Надо было все, надо было подготовить для них лабораторную службу, чтобы они могли на месте полностью They needed to improve laboratory system. Yes, so including like biochemical tests, like strictly monitoring class. But that specific kind of research improves something which is also good for other That was a goal of this new project evaluation, which was now how we improve programmatic change. There are quite a lot of changes. So, here, because we have Lida, who is representative of NTP of Latvia, but then she also was helping Moldova inter-exchange. To the treatment monitoring to define the right or effective treatment regime, and then all those discussions are so very and actually in Moldova is easy to work. They are diligent. Nima dorilar o'tamiz? Bidiquilin, linizamid, clofazimid, циклизин. Именно нечто. Nechta bitta. 5 ta dorining bor. 5 ta dorilar. Bor, uzoqma qo'yadi. Qabul qilinadi. 39 nafar. Bunisi 9 oylik, 6 oylik boshqasi. 6 oylik. Shimulaga, bu bo'ludi. 6 oy u shimulaga. Nimaga bo'ladi? 9 oy shimulaga. Naprotiv dori bor.
Sonuç kritik hani yeni çıkmıyor. Именно бактерицидация. Бактерицидация. Негативный культура, негативный. Modified short treatment regime. Модифицированный краткосрочный режим. Все пероральные, никаких инъекционных. Пациент не должен лежать в больнице постоянно. Он может дома либо на работе. У нас тоже есть случаи разные из других стран, где дальнобойщики после интенсивной фазы прохождения в больнице, после этого может продолжать делать получать свои препараты, будучи на работе, дальнобойщики. Это хорошо, но самое главное приверженность. Это очень важно, поэтому мы для них даем видеоконтролируемое лечение, которое у вас тоже начинается. Замечательно. Из-за этого у нас должно быть. Пациент иногда не привержен. Ну, социальный служб. Тут еще и дело пациента вместе с врачом, потому что они находятся в команде. Когда пациент находится в команде с врачом, тогда есть приверженность, объяснение, коммуникация и так далее. Спасибо большое. Спасибо большое. Это был Узбекистан. Идем дальше. I cannot do that on camera. I'm sorry about that. Каждую историю знаю. Я рассказывал, как вы их на 12-месячный фоллоуап чуть ли не сами обзваниваете всех. Очень хорошо. Вот, смотрим. Нам показывала Наталья. Наталья сегодня результаты одного из самых долгожительных проектов. И многочисленных. У нас И вторая многочисленных. по величине когорта. Я вот говорю, вот в Казахстане боятся врачи, говорят, мы сейчас их пролечим 9 месяцев, но у них не затягивается полости, поэтому давайте лечить их еще дольше. И вот в Беларуси проанализировали 250 пациентов, у них был только один пациент с реинфекцией после 12-месячного наблюдения. Один из 250. Соответственно, боязнь не обоснована. Абсолютно. Спасибо большое. 89 было набрано всего. Да. Из них с диабетом. У них с диабетом 6 человек. Да. Это 6 плюс Азербайджан, да. Вы сравните вот эти результаты с вот этими результатами. Соседи, соседи. Это Армения, да. Они Да здесь сами вообще смогли мало. прийти. Вообще. Да. И процент раньше оценочки, да? Эффективность лечения. Базари? А где эффективность лечения? Да, не знаем. Побочный эффект. Сейчас выдавим. Про побочный эффект. Lilith? Lilith, can you hear us? Lilith, can you unmute your microphone? Side effects, nothing. Никаких нежелательных явлений.
много анемия было Детей? у женщин. The pregnant woman has one anemia. Анемия. У одного, which most pregnant. Детей только у одного на 6-м месяце лечения было снижение зрения. Мы время за вид убрали, дальше продолжили. One child had like beginning of the optic week, so they reduced the mesolit dose and it improved the adverse effect. So this is a really interesting study because, I mean, I'm having this way, but it has these 6 children that clearly flagged. So I think that's great, especially looking at childhood TB. Моника говорит, что это очень хорошее, интересное исследование, потому что у вас есть эти 6 детей. Не у всех странах детей включали, поэтому ваше исследование Очень молодцы, очень полезно. valuable. Да, да. Really great. Thank you so much. Спасибо большое. I hope you all are a bit refreshed. And we would like to continue the next part of our session. And we will start with an example from Azerbaijan. Yeah. Mikhail Volik. No, sorry. Oh, sorry. Sorry, correction. Dear colleagues, kindly ask you to take your seats. We will move to the important part of this session. So, colleagues, we are about to start. Kindly ask to take your seats. So what would be your advice?
Dear colleagues, this is important part of the ceremony of our meeting. Is a ceremony of awarding with the certificates of attendance for countries who dedicated their time. They've made analysis, prepared these poster presentations, which you've had a chance to look, and I believe that received a lot of useful information. And we would like to hand over these certificates of attendance. And I would ask my colleagues from the European Regional Office, Alexander, to be prepared to this. And I will name the countries: honorable representatives of Armenia, Azerbaijan, Belarus, Kazakhstan, Georgia, Latvia, Republic of Moldova, Tajikistan, Turkmenistan, Ukraine, and Uzbekistan. Please. Alexander? So we can applaud to them, to the colleagues, for their amazing work. This is not only just about posters, this is about real work represented at these posters. Thank you very much. Congratulations to you all for the great work you have been doing. Now I would like to invite to the stage Michael Volek for a comparison of the National Strategic Plan versus the TB Action Plan, Regional Action Plan 2030. Welcome. Thank you very much, Agnes. Уважаемые коллеги, дорогие друзья, мы возвращаемся с вами к работе в страновых командах. Но перед этим позвольте сделать обзор небольшой. Да, и вот мы с вами напоминаем себе все о том, чем мы занимались во время предыдущих сессий. Мы рассмотрели с вами очень внимательно и подробно все свои национальные стратегические планы на соответствие первому базовому элементу: интегрированная комплексная помощь, ориентированная на нужды человека при туберкулезе. И это была очень хорошая и важная работа. И если у нас первый компонент, это уже отражает то, как мы смотрим на ту доказательную базу, которая уже собрана и которая уже включена во все рекомендации, то базовый элемент третий — исследования, инновации в области туберкулеза — это то, как мы формируем эту научно-доказательную базу
И, конечно же, огромное спасибо за прекрасные примеры, которые предоставили нам Украина, Грузия и Узбекистан. И мы видим, что это требует огромной работы и предварительной работы. И если мы говорим об успехах программы в Грузии, то эта работа была начата очень-очень давно. Да, ну, поскольку я сам являюсь выпускником университета Эмори, то для меня, да, это тоже очень приятно было видеть, что эти отношения продолжаются. И, кстати, многие те, кто сейчас работает в этой программе, мы когда-то были однокурсниками, да, и шалили на 7-м этаже школы общественного здравоохранения в Атланте. Но это все очень интересные вещи, которых нужно вспомнить. И у нас пример Азербайджана по направлению 3. И мы с вами сейчас будем рассматривать. И на самом деле настолько были хорошие примеры, что если мы уже посмотрим на примеры тех стран, что были представлены, и постараемся сделать так же, или хотя бы перенять некоторые элементы тех, что есть в Грузии, есть в Украине, в свои программы, то это будет очень хорошим дополнением наших национальных стратегических планов. Огромная благодарность еще раз Азербайджану за их открытость и предоставление своего национального плана для того, чтобы мы вместе прошлись по тому, как мы видим его на соответствие региональному плану действия. И если мы смотрим на наличие нормативно-правовых механизмов и инфраструктуры, то во многих наших странах это все имеется, да, потому что есть институты, фтизиопульмонологическая служба, вообще противотуберкулезная служба в этом регионе имеет очень глубокие и давние корни. И здесь практически, ну, наверное, многие могут сказать, что этот вопрос не является столь остро стоящим. Хотя, если посмотреть, да, вот в Азербайджане этические комитеты были достаточно недавно установлены национальным органом здравоохранения Табибом. Следующий пункт – это обеспечить достаточное наличие ресурсов для выполнения исследовательской работы, а также внедрение инноваций в соответствии с последними рекомендациями ВОЗ. И здесь лист приоритетных исследовательских направлений, он был сформирован в соответствии с европейской исследовательской повесткой ВОЗ для нашего региона, но пока что еще достаточного количества ресурсов, в том числе материально-технического, в том числе обеспечения фондов заработной платы, еще предстоит сделать, и страна это ставит себе как задача, которая находится в процессе исполнения. А вот самой повестки национальной пока что в Азербайджане нет. У института есть своя исследовательская программа, да, которая соответствует практически тем интересам, которые стоят, задачам, которые стоят перед службой, но говорить пока что о национальной, всеохватывающей повестке страна не может и ставит это себе как задачу. Да, это очень интересно. Вы видите, очень открытый и прозрачный у нас диалог, и страна очень честно говорит о том, что вот этого всего не было запланировано, хотя сам по себе стратегический план в Азербайджане, он очень хорошо написан, и в нем есть очень много элементов, которые другие страны, на мой взгляд, могли бы себе тоже принять во внимание. Пока что нету отдельного исследовательского отдела, да, который бы занимался реализацией исследовательских проектов в области туберкулеза на национальном уровне. Пока что нету механизма использования программно собираемых данных для операционных исследований разного уровня, в том числе в области системы здравоохранения. Пока что нету настолько хорошо отлаженной работы в вовлечении молодых кадров, юных исследователей, с тем, чтобы с помощью этой уже новой когорты научно-педагогических кадров помогать реализовывать национальную исследовательскую повестку. И пока что сотрудничество между НТП, университетами и в плане тренинга, и в плане проведения исследований пока что тоже недостаточно. Хотя сами по себе медицинские университеты имеют свой собственный, да, образовательный стандарт,
для студентов как на уровне до клинического, так и постдипломного образования, но рассматривается вопрос о том, чтобы включить эти дополнительные вопросы в повестку. И создание поддерживающей среды уже на постдипломном этапе образования с тем, чтобы способствовать обмену опытом и интеграции исследовательской повестки в международные программы обмена. Это запланировано. Ну вот одним из таких компонентов, которые страна предлагает включить, это разработка и интеграция образовательной программы и планов по развитию международного сотрудничества. Еще раз огромное спасибо. И огромное спасибо всем странам, которые предоставили свои стратегические планы. На этом мы заканчиваем обзор. Да, у нас других больше не будет, но приступаем к работе с тем, чтобы рассмотреть, используя наш инструмент, да, инструмент соответствия национальных планов региональному плану по борьбе с туберкулезом в Европейском регионе, с тем, чтобы поработать над этим и потом представить свои результаты точно так же, как мы это делали на предыдущих программных направлениях. Если у вас будут какие-то вопросы, у нас в зале очень хорошего уровня эксперты, и Александр, и Мирослава, и все, кто участвовали в проведении организации операционных исследований ВОЗ, сотрудники Европейского регионального бюро ВОЗ, партнеры, да и сами вы, кто уже многие принимали участие в исследованиях, я вас призываю к тому, чтобы вы вот в этой сессии очень активно обменивались опытом не только внутри своих национальных страновых команд, но и постарались чуть побольше передвигаться уже по залу и общаться друг с другом. Ну вот мои 10 минут еще даже не истекли. На этом я благодарю вас за внимание. Давайте приступим к работе. Спасибо. Thank you very much, Michael. And let's follow your appeal. Let's work in groups, in the country groups, and then you will present your pitch starting from 5:10, which is approximately an hour from now.
Я вас очень попрошу еще раз достать свои телефоны, отсканировать свой QR-код и помочь нам определить, каким странам предоставлять техническую помощь для того, чтобы они смогли присоединиться к нашим флагманским исследованиям. Зайдите, пожалуйста, по QR-коду. И напишите, какую страну вы представляете, думаете ли вы, ваша страна, присоединиться к флагманскому исследованию по совмещенному лечению МДР и вирусного гепатита. Беларусь хочет. Джорджия, Таджикистан. Турция, Азербайджан. Напишите. Кто-то еще? Ага. Азербайджан больше хочет, чем все другие. Хорошо. Беларусь хочет выйти вперед. Давайте посмотрим по следующему исследованию, которое у нас есть как флагманское исследование. Предполагаете ли вы, хотите ли вы, думаете ли вы присоединиться к региональному флагманскому исследованию по БИПАЛ? Турция. Таджикистан, Беларусь. Доноры, мы это делаем для вас. We are doing this for you guys and for us as well, since we'll have to get together to help those countries implementing those innovations. О, Беларусь хочет больше всех. Беларусь хочет больше всех. Давайте пройдемся по следующему исследованию. Хотите ли вы, предполагаете ли вы, планируете ли вы присоединиться к флагманскому исследованию по компьютеризированной диагностике? И требуется ли вам помощь? Или вы сами разберетесь своими ресурсами и своими силами? Скажите нам, как вам помочь? Нужна ли вам техподдержка для внедрения компьютеризированного диагностики? Беларусь опять вырвалась вперед. За ним Казахстан, Таджикистан и Азербайджан. И Турция в том числе. Следующее флагманское исследование. Видео, поддерживающее лечение. У нас есть протоколы. Вы можете их адаптировать, включить в заявку и внедрять. Поэтому здесь присутствуют и доноры, и партнеры. Беларусь, наверное, хочет сделать VCT 10.0, так как 1, 2, 3 у них уже есть. Таджикистан, Азербайджан. Я вижу новые страны в нашей песочнице. Мне это очень нравится. Следующее исследование. ТОР. Последнее, но последнее по важности. Внедрение превентивного лечения
режима по превентивному лечению у контактах с МЛУ больными туберкулезом. Мы планируем начать такое исследование с 2023 года, и он будет продолжаться следующие 3 года. Казахстан просто вырвался вперед. Мы это учтем обязательно, но вот Таджикистан догоняет. Спасибо большое. Это было очень интересно для нас, познавательно, и в том числе и для коллег из Глобального фонда USAID. Упражнение. Спасибо. Thank you very much. And great to see there's so much enthusiasm for the research initiatives. And I think this is not the end. Everyone who in the future thinks they would like to join, they can still join. Now maybe we can move towards the pitches by the countries. So which country would like to go first? Any volunteers? Yeah, Ukraine is first. Так, коллеги, меня слышно? Как будто бы слышно. Продолжение презентации. Некоторые пункты перекликаются по поводу раздела плана, касающегося исследований. Значит, что касается пересмотра законодательных механизмов и подготовки инфраструктуры к проведению доклинических клинических операционных исследований и исследований системы здравоохранения, мы себя здесь оценили как то, что у нас прогресс. Этот пункт у нас в процессе, частично подготовлен, частично требует еще дальнейшего пересмотра. По обеспечению выделения ресурсов для проведения исследований, внедрения инноваций, пункт у нас тоже этот в прогрессе, он в процессе у нас, и нам необходимо работать над выделением государственных и донорских ресурсов. Большая часть исследования пока проводятся за донорские. Для нас приоритетом будет привлечение государственных ресурсов и попытка сделать этот процесс систематическим и встроить в процедуры и системы обеспечения, научного обеспечения системы общественного здоровья, а также работа над приоритетами в сфере общественного здоровья, их систематизации, вывода на национальный уровень и выделения ресурсов. Значит, что касается разработки национального плана исследований по туберкулезу, бюджетных оценок, как и во многих других странах, у нас есть планы, касающиеся, например, донорских исследований, планы исследований в научной сфере, но пока еще не существует финального обобщенного национального плана исследований по туберкулезу, и эта работа у нас запланирована именно сделать интегральный национальный план исследований вообще в общественном здоровье, где будут включены вопросы туберкулеза, ну и, соответственно, бюджетирование и подбор соответствующих источников финансирования под каждую конкретную ситуацию. По пункту по созданию научно-исследовательского подразделения по туберкулезу и по сети комитетов по этике научных исследований, мы этот пункт себе поставили как завершенный. У нас есть в Центре общественного здоровья специализированное исследовательское подразделение, координирующее исследования, и также существует специализированное научное учреждение Национальный институт Яновского, который больше занимается в направлении клинических исследований, исследований с клиническим компонентом, и мы считаем, что этих структур достаточно, и их координации через национальную программу туберкулеза достаточно для реализации всех исследований, необходимых для реализации программы, и подобная ситуация с сетью комитетов по этике. У нас достаточно развитая сеть комитетов по этике в Украине, и комитета по этике при Центре общественного здоровья и при Институте физиатрии и пульмонологии достаточно того, чтобы обеспечивать все потребности программы туберкулеза. Также по обеспечению использования рутинных данных для целей исследований,
Этот пункт у нас в процессе, in progress, но мы планируем более углубленно провести анализ рутинных и имеющихся уже данных, сопоставив их с целями приоритетными с приоритетными целями для региона, приоритизированными для страны, и, соответственно, провести более глубокое исследование, рассмотреть, могут ли быть публикации, либо планирование дальнейших исследований. И следующие пункты у нас стоят в статусе запланированных. Это сотрудничество между молодыми исследователями, аспирантами и программой туберкулеза национальной. Здесь мы себе планируем работу с кафедрами и привлечение аспирантов для того, чтобы они реализовывали те запросы, те потребности, которые возникнут у национальной программы. И также в статусе запланировано мы ставим поддержание сотрудничества между программой и вузами для организации курсов по исследованиям в области туберкулеза в рамках учебных программ. Тут мы хотели бы рассмотреть программу, рекомендованную ВОЗ, и сделать ее ранжированной для разных категорий, и поработать с вузами для того, чтобы они соответствующее обучение запланировали для, в первую очередь, работников системы общественного здоровья на разных уровнях. И по пункту создания благоприятных условий для последипломного образования исследователей, пункт у нас это в процессе, и мы планируем расширение участия в проведении исследований в области туберкулеза на международном уровне. Это международные центры, обмены опытом для исследователей, а также по возможности программы PhD, программы исследований в зарубежных исследовательских центрах для наших ученых, научных сотрудников и исследователей. Такой у нас план. Спасибо за внимание. Thank you, Ukraine. Importantly, and you mentioned many things, but what I love most, I think, is that you say that you will do in-depth analysis of routine data. I think that will be the strongest element to improve on the good work you're already doing. Thank you very much. Who's next? Tajikistan. Добрый день, еще день. Я хотела предоставить стороне Таджикистана наши решения по приоритетным действиям, которые здесь перечислены. По первому приоритетному направлению пересмотра законодательных механизмов и подготовить инфраструктуру для проведения доклинических и клинических операционных исследований систем здравоохранения и быстрое внедрение инноваций. В данном направлении Республика Таджикистан является из одних стран, которые активно внедряет новшества и инновации. Как вы знаете, в рамках операционного исследования по внедрению новых режимов лечения и МСТР, БИФАЛ, а также планируется проведение ряда других исследований, которые мы поставили по второму плану. Это имеется в виду обеспечить выделение ресурсов для проведения исследований, внедрения и использования инноваций в соответствии с последними рекомендациями ВОЗ. В данном направлении у Таджикистана следующие планы. Разработать группу по науке, который при НТП имеется отдел по науке, в котором имеются специалисты, которые работают в данном направлении. Имеется необходимость проведения обучения по программе SORT-IT через техническую поддержку ВОЗ членам группы, которые в данном отделе работают и будут привлечены. Следующее, также планируется проведение исследования по валидации, исследования новым диагностическим методом по аппарату ViviMax на диагностику туберкулеза. То есть данная активность то есть планируется, да?
Третья задача — это разработка национальных планов исследования по ТБ, бюджетом, оценками и планами обеспечения ресурсов, отрезав их просмотра НСП. В нашем НСП данная активность не отражена, но во время обзора и пересмотра мы планируем туда включить данный план и что планируется в данной активности. Имеется в виду разработка плана операционных исследований со стороны НТП и партнеров с бюджетом и периодическим проведением его оценки, финансовые кадры и уровень выполнения операционных исследований. Также в рамках данной активности планируется проведение ряд исследований, например, такие как пересмотр, то есть имеется в виду исследование VCT, потому что у нас в стране на данный момент, если точно сказать, почти 20 районов внедряются в VCT, и мы хотели бы в рамках планов по поводу дальнейшего внедрения нам бы не помешало проведение исследования по эффективности внедрения вот этого метода VCT, видеоконтрольного лечения пациентов, среди пациентов ЛУТБ. Также планируется проведение исследования по использованию новых портативных рентген-аппаратов, которые у нас в стране имеется 16, и получить предварительные результаты, по итогам которого будет подготовлен ряд статей, которые мы хотели поделиться с другими партнерами. Также внедрение новых коротких курсов по лечению лекарственно-чувствительного туберкулеза, о котором ранее подчеркнули наши коллеги из GDS. Да? А также у нас в рамках операционного исследования планируем внедрение профилактического лечения контактов или лиц, имеющих контакт с лекарствоустойчивой формой туберкулеза, то есть превентивное лечение, а также включение, проведение исследования по БИПАЛ-Н среди пациентов ЛУТБ. Четвертая задача — создание научно-исследовательского исследования подраздела. Да? Касательно вот данного вопроса комитета этики, в стране имеется комитет этики при Министерстве здравоохранения и социальной защиты, а также планируется его по данному плану включить проведение периодической оценки выполнения исследований, уровень или качество исследований на кафедру физиопульмонологии при Министерстве, при Казахстанском государственном медицинском университете, потому что там имеется очень хорошая кафедра, научная кафедра. То есть это тоже идет как план. Пятое — обеспечение использования данных, собираемых программами, способных для целевой операционной прикладных исследований и исследований систем здравоохранения. Постоянно происходит сбор данных всех исследований, которые проводятся, а также планируется в данном направлении активизировать функцию национальной программы для того, чтобы более расширенно предоставить данную информацию. Шестое — имеется в виду содействие сотрудничества между молодыми исследователями и НТП для продвижения национальных и региональных приоритетных исследований в области ТБ. Хочу отметить, что у нас в стране вот эти операционные исследования или в общем исследования, которые проводятся, привлекаются молодые специалисты. Один из примеров могу сказать, что внедрение новых режимов лечения, как МСТР и БИПАЛ, участвовали молодые специалисты национального и областного уровня. Вот мы повышаем потенциал и расширяемся, и на этом не останавливаемся и стараемся идти еще вперед. Но при этом нуждаемся в технической поддержке со стороны Всемирной организации здравоохранения.
Седьмой — поддержка сотрудничества между НТП и вузами для организации курсов по исследованию в области ТБ в рамках учебных программ, подготовленных специалистами общественного здравоохранения. В данном направлении в национальной программе имеется подзадача, но для того, чтобы более расширенно или ускорить данный процесс, необходима техническая поддержка и взаимосвязь с нашими партнерами и основном Всемирной организацией здравоохранения, потому что во время периодических предоставления новых рекомендаций, обновления мы должны также включить программу обучения наших студентов, которые учатся в наших вузах. И последнее — создание благоприятных условий для последипломного образования исследователей исследователей области туберкулеза и международных обменов. В данном направлении планируется пересмотреть полностью все материалы последипломного образования и до конца 2023 года предоставить. И также планируется предложить нашим коллегам, а также студентам, которые в данном направлении работают, участие в международных обменах по поводу предоставления или обмена данных. Спасибо. Thank you very much, Tajikistan. An important topic you mentioned was the mobilization of existing research capacity, for instance, health systems research available in the country towards TB research. Now, for the next countries presenting, I would like to request you to only use 2 minutes. You do not need to explain the whole plan. Just give us the things of which you feel it is the most important for your country. 2 minutes per country. And I saw that there was a very interesting discussion ongoing in Kazakhstan, so maybe Kazakhstan can present. Or any other country volunteering? No research priorities to present now. Azerbaijan, maybe? Over there. I cannot see you. It is Georgia. For the research priorities, we have marked 1 planned and 1 in progress, and the rest we consider completed, so I will elaborate on those who are planned and in progress. The National Strategic Plan for 23-25 has special provisions stating development of posted national TB research agenda. So it is defined by the strategy, but we do not have it yet. So it is a planned activity, and this activity will form further the allocation of funds. So this is item number 2, ensure the allocation of resources for the implementation of research and the introduction, uptake of innovations that are in line with the latest WHO guidance. This is done, as you can say, in full, but it is dependent on the donor funding. So we consider it in progress and believe that national TB research agenda should further inform the domestic available funds. And one more item to be mentioned. Number 4 is established TB research units at the national level. There is an established research unit at the National Center for TB and Lung Diseases, but we believe that it needs additional mandate to coordinate research at the national level that might involve other organizations as well. Thank you. Thank you very much, Georgia. Very important points and really crucial for moving forward. Which other country would like to highlight their most important points?
Yeah? Okay. Thank you. Oh, please. I think that's Uzbekistan, huh? Yeah, Uzbekistan. Be welcome. Да, по этим активностям мы бы хотели выделить один момент. Естественно, для внедрения инноваций необходимы ресурсы. В Узбекистане есть одно новшество. Есть у нас сейчас Министерство инноваций. И что мы бы хотели в ближайшем будущем, так это сотрудничать с этим Министерством инноваций, что позволит нам проводить эти инновационные исследования не только за счет, скажем, помощи международных организаций, но и за счет помощи самой страны. И единственное, что нам нужны более перспективные, более современные виды этих исследований. Одно из таких исследований — это вот по Next Generation Sequencing. Это исследование мы планируем провести буквально в следующем году совместно с проектом Этика ЮСАИД и с привлечением лаборатории, которая у нас при Министерстве инноваций. Спасибо. Thank you very much, Uzbekistan. A very forward-looking priority in the NGS. Thank you very much then for this session. Do you have some additional points to make? Colleagues, seems we are moving towards end of this busy day. Indeed, we have a lot of interactions, constructive discussions, and received very useful feedback also for ourselves, for the partner organizations, for WHO, how we will move forward better and jointly address and prioritize research and innovations for TB. Dear colleagues, just at the very end, we would like once again to highlight the idea that research should not be considered nowadays as a kind of privilege of academia, some research group trialists. It's that should be daily business of all of us, and for multiple purposes, because this medieval disease in 21st century with the amazing advantages and progress in technologies cannot be used the same. Yes, we've managed to shorten TB treatment, but still it's long. And we know very well that there could be, if TB research will be prioritized and funded, better point of care tests, better treatment options. And that's why it's business of all of us. Let's advocate for the research. Let's be part of research. And in this way, we'll invest in our own capacity and we'll be able to provide faster uptake of all these guides. So it's for all of us, it's about all of us, and let's do it jointly. So thank you very much for this constructive and very good discussions. And at the very end, I would like to make announcements. It's not the end of the day. There will be informal part, which will start at 6:30, reception, followed by gala dinner. At 6:30, you will be welcomed in the lobby and move towards Pala Dokön Hall, if I'm correct. And dinner will start. We will have opportunities for informal discussion, exchange, and my personal opinion there. The most of the brilliant ideas are also coming. So let's continue. And thank you once again very much. And thank to our amazing chair, Agnes, has taken a role of two of us for the most of the time. So thank you, Agnes, also to you. Thank you very much. And let's prepare for the reception and the dinner. The faculty of the section 7
which has been presenting the presentations today. Would you mind approaching to the stage? We would like to make a group photo. Presenters from the session 7, would you please approach to the stage? We'd like to make a photo.